Доброго времени суток. Что мы сегодня делаем? У нас упала связка. Связка упала, то есть Paperclip у нас поднимается, все хорошо. Мы настроили в предыдущих видео. При попытке я уже оплатил ZAI, закинул туда денежек на квартал, на 3 месяца. И при попытке уже дать боевое задание, что-то сработало, что-то не сработало. Допустим, что сработало? Сработало через чат, мы его запустили, попросили его создать вот такой вот файл просто, и он действительно его смог создать. То есть именно связка Гермес плюс Гермеса мы вот так вот запускаем. Гермес плюс ZAI, она работает. И в том числе Гермес имеет доступ к моей системе, то есть имеет возможность создавать файлы прямо на компьютере. То есть эта связка корректно работает, но это виртуальная среда Linux, которую мы должны подружить с Windows, чтобы Paperclip туда мог передавать команды. И вот здесь вот возникли определенные сложности. В предыдущем видео, что мы достигли, мы увидели, как все происходит. То есть Paperclip передает определенную команду в ZAI через Гермеса, и мы выявили, что работает и что не работает. Мы смогли понять, что вот этот вот момент передачи, он не срабатывает. Искусственный интеллект остановился и постоянно по циклу шел, одно и то же делал. Он пытался там какие-то пробелы убрать, какие-то энтеры убрать, но я остановил, предложил ему отправить просто одно слово, и одно слово тоже не отправилось. Потом оно отправилось, и наоборот все случилось, и был у нас один кейс, что, допустим, там 4 раза сервер не сработал, ничего не передалось в Гермес, потом 3 раза успех, он на это не обратил внимания, и потом опять тоже там где-то 15 раз неуспех. Я откатился к успешным и начал смотреть, что там так, что там не так, общаться с искусственным интеллектом. И остановил его от того, что он делает, и направил на какие-то понятные маленькие шажочки. Конкретные маленькие шажочки, которые мы делали, это чтобы вообще ответил Гермес хоть как-то, и чтобы просто хоть какое-то сообщение, даже одно слово, прошло в ZAI через Гермес из Paperclip, и у нас это получилось. Но только он что делал? Он жестко вписывал в себя команду. То есть, грубо говоря, какая инфраструктура сейчас подана? Paperclip отправляет текстовый файл из Windows в Linux. И наша обертка, которую вот мы выложили в интернете для использования, Paperclip Гермес, Paperclip Adapter Integration, наша обертка, она берет это сообщение от Paperclip из Windows и экспортирует ее в Linux. И фактически какой результат вот этого видео? Мы смогли передать сообщение, которое зашито внутри вот здесь вот файлов, то есть оно захардкожено. А сейчас мы, получается, следующий шаг, что я делаю, это я пытался по-быстрому это сделать, пробросить и забыть. Но оно забуксовало, поэтому я уже это все организовал из разных файликов, собрал все в один проект, ну и, соответственно, поделюсь с вами результатом, то есть я это буду заливать на GitHub, и последняя версия интеграции всех файлов и readme файла будет у вас тоже. Это можно вот здесь вот файлы с инструкцией для вашего ИИ, и вот там вот в описании есть ссылочка на GitHub. Это один и тот же проект будет, постоянно там будет обновляться информация до актуальной. Вот я ее сейчас прямо дорабатываю в этом видео и в следующем, ну, в смысле в предыдущем видео доработал чуть-чуть, и в следующем, в этом тоже буду сейчас дорабатывать.
Окей. Мы остановились работать из-за того, что у нас просто лимиты закончились. Ну и пару слов скажу вообще о канале. Если вы натыкались на какие-нибудь каналы, где сказано: «О, за 20 минут мы создали IT-проект какой-нибудь», вы попробовали, и у вас не получилось, то не расстраивайтесь, у вас и не должно было получиться. Добро пожаловать на мой канал. Те же задачи здесь выполняются где-то за 10 часов, то есть, ну, допустим, создание сайта. Если посмотреть все видео, наверное, там все вместе будут, где это, создание сайта с нуля. Наверное, они будут, ну, часов 10, но зато вы по шагам все посмотрите, и у вас все получится, и сможете создавать свой сайт запросто. Глобально, если вы только включились, то есть смысл посмотреть просто первые 5 видео, и после этого вы уже сможете веб-кодить. То есть вот эти вот 3 видео, там по 4 видео по настройке окружения, и вот эти вот 2, они такие фундаментальные. После этого вы уже сможете смотреть любой из плейлистов, конкретный продукт, который создается, и вам будет все понятно. Так что не переживайте, вы буквально за сутки нас догоните до текущего момента, где мы сейчас находимся. Чем стримы отличаются от инструкций? По моему мнению, стримы интересны и более обучают, потому что они показывают, как я мыслю, как я отказываюсь от предложений искусственного интеллекта, что он предлагает, почему я не согласен, ошибки какие вылазят, как я их преодолеваю. То есть все в онлайне, и это очень хороший обучающий материал для вас. А инструкция, ну что это? Выхолощенный материал, где человек, который разбирается, знает, что делает в окружении, которое идеальное, настраивает у себя, чтобы сработало у него. Ну, так себе опыт. То есть, скорее всего, оно не поможет, ну, никому. Вот, а стримы реально полезны. Окей. Мы продолжаем с того момента, где были, и перенесли уже файлы все, чтобы я смотрел, что происходит, как пробрасывается, какие тексты. То есть здесь я уже буду все контролировать. И, ну, просто вот запустим сейчас дальше нашу работу. Я до этого работал через Cloud Desktop, и он был как какой-то медленный, вроде бы тоже Sonnet, но он какой-то медленный. Почему я через него работал? Потому что я хотел понять, как работать с самим Paperclip, как здесь создавать задачи. Оказалось, что здесь просто создается задача, issue, назначается кому-то, и как только она уже создана, она автоматически бросается в исполнение, то есть нету дополнительной кнопки запустить или что-нибудь такое. А сейчас мы, получается, для начала пытаемся настроить, чтобы тест environment хорошо сработал все зелененьким, и дать какое-то задание уже ZAI, который уже оплачен. Вот это то, что мы сейчас делаем. Так, это он свою память пытается почитать. Наверное, сюда еще будет полезно скопировать правила работы со мной и проект дизайн. Откроем в новом окне. Возьмем отсюда буквально несколько файлов. Cloud Instructions, MD, и, ну, соответственно, у вас тоже будет этот файл. Да, вставить. Это глобальная инструкция, как работать со мной, что я приемлю, что нет. И проект дизайн тоже скопируем, потому что эти два файла, они супер полезны. Прочти, пожалуйста, файлы, которые лежат в корне проекта, MD-файлы, и подтверди их прочтение. Проект дизайна очисти от лишних файлов, оставь только инструкцию, как нужно обращаться и как нужно заполнять этот файл, и ответь мне.
Направим его в правильное русло. Вместо Enter или единички нажимаем табуляцию, разрешаем то, что он хочет сделать, и еще забрасываем сюда. Ага, надо включить визуализацию кликов и визуализацию клавиатуры, чтобы вы видели мои сочетания. При попытке перенести в какую-нибудь другую область, допустим, сюда, сама программа крашится и выбивает себя, поэтому я оставляю как есть. Оно не совсем удобно. Слева там чуть-чуть накрывается. Хотелось бы слева вверху это видеть, но надо заниматься, надо его обновить там, наверное. Еще что-нибудь сделать, но не сейчас. Так, запись идет, вроде бы звук идет. Хорошо. Так, прочитал все три, подтверждаю. Контракт с правилом взаимодействия содержит правильную инструкцию шапку, но ниже содержание проекта YouTube Studio, да. Очищаю, да, супер. Применить. Так, супер. Заполни, пожалуйста, дизайн проекта именно по его правилам, чтобы это был не энциклопедия, а справочник. Так, ну и получается, из этого проекта мы уже все скопировали, поэтому мы его закрываем, чтобы здесь было удобненьких два окошечка, между которыми мы переключаемся. Значит, мы работаем в Cloud Code Sonnet. Sonnet — это средняя моделька, которая дольше в ней можно работать, и для моих задач я достаточно конкретные задачи ставлю, поэтому он справляется. То есть не какие-то общие задачи, а конкретные, поэтому он справляется и хорошо все пишет. Хайку, ну, не дотягивает, да, по-моему. Поэтому Sonnet — это такая вот золотая середина, на которой я налаживаю связку с Гермесом и ZAI, который уже оплачен. Так, готово. Хорошо. Вот что меня интересует. Попробуй сейчас вызвать в терминале у себя Гермес. Гермес работает в VSL, Гермес модель такая-то. Есть одна заметная вещь. 537 коммитов, позади актуальная версия, стоит обновить командой Hermes Update. Хочешь обновить прямо сейчас? Интересно, да. Совсем недавно, сколько там, несколько дней назад устанавливали, и уже 800 коммитов, 500 позади актуальной версии. Быстро развивается проект. Версия подтянута, добавлен новый skills. Ой, как классно. Диаграмма архитектуры — это прямо то, что мы вот создаем в нашем файле. Проект дизайна — это очень прям классненькая штучечка.
Угу, спасибо. Какой умный искусственный интеллект, Cloud Code. Несмотря на то, что Гермес запускается, а при попытке проверки окружения Test Environment из Paperclip выдается сообщение о том, что Гермес он не может подтянуть. Проверь, что, как и почему там это так происходит. Надиктовываем через GPT-чат, он хорошо русский язык распознает. Копируем прямые ссылки, потому что он недопонимает их. И вставляем дословные сообщения, копировать, вставить. И потом уже надиктовываем то, что нам необходимо. Работая внутри PyCharm, на канале все это окружение показываю, как установить. Вы просто заходите, смотрите соответствующий там плейлист окружения, допустим, и там все есть. Единственное, извините, я не знаю, как обходить всякие ограничения и санкции. Я знаю, что есть большие проблемы с этим по работе с Cloud Code. Извините, я не знаю, как обходить эти штуки. Так, это, наверное, разрешать всегда в этой сессии. Так, запись идет, звук вроде бы пишется, хорошо. Вот, да, то есть он внутри терминала запускает Hermes Version, и все срабатывает. Теперь нам необходимо, чтобы это все сработало внутри Paperclip. Ну, для начала так, чтобы было все красиво. Я надеюсь, что как-то поменяем мы вот эти вот файлы, и тогда все хорошо поднимется. То есть просто отдельные моменты будут ссылаться сюда, и я это вам залью, и вы будете пользоваться уже актуальной версией. Так, нашел две проблемы. Формат версии неправильный. Launch Hermes Py возвращает Hermes Agent, а Paperclip ожидает формат и не может распарсить. Hermes Command в Paperclip все еще указывает на старый ZAI путь. Сначала фикс версии. Давайте вручную проверим, а то он там хардкодит. Вот у нас команда откуда тянется. Попробуем сделать вот так вот чуть-чуть меньше. И сделаем скриншот. И этот скриншот мы закинем в скриншот в текст. И он сейчас нам все пишет, что он видит для command line интерфейс, для командной строки. Он просто в текст перебросит это все. И зададим вопрос. Ну, то есть он-то не видит, что у нас вроде бы все прописано классно и хорошо. С одной стороны, да, но мы еще табуляции сюда закинем и еще дополнительно надиктуем. Скопируем полностью эту строку, вставим сюда и надиктуем ему. А мне бы хотелось, чтобы все изменения подтягивались из интерфейса. То есть, если это там где-то захардкожено, меня это чуть-чуть смущает и пугает. То есть, если я в интерфейсе меняю и прописываю, что команда должна тянуться вот из этого адреса, то я ожидаю, что у меня UI-интерфейс будет работать. Я понимаю, что ты работаешь с папками и с файлами, и с текстом, и ты не видишь UI-интерфейса, но если можно, вот
ну, подскажи, вроде бы этот путь правильный, почему ссылается куда-то не туда? Хотелось бы, чтобы просто сама админка работала, и чтобы там можно было просто тыкать. Потому что это становится малоуправляемым, если он начинает менять код самого проекта. Так, вставим сюда в конец. С одной стороны, мы подтвердили, что да, мы разрешаем ему это сделать, но с другой стороны еще закинули дополнительный контекст. Ой, как все плохо, ой, как все плохо. Получается, он просто ему выводил текстом. То есть он сделал, что зеленым у нас все засветилось, но это все была обманка. То есть он ему возвращал просто текст, а не пускал запрос в Linux, получал запрос из Linux и возвращал ответ. То есть связка работала неправильно. Нужно посмотреть исходный код Paperclip, найти, как адаптер Hermes Local использует поля command versus Hermes Command, чтобы понять, что именно используется при тесте. Там, где ты поменял код, это было вообще ужасно. Получается, мы обманывали Paperclip и возвращали ему просто текст, просто распринтовывали. Какая задача у меня стоит? Это Paperclip должен пробрасывать благодаря нашей связке, которую вот мы сейчас вместе с тобой пишем, всю информацию в вот этот вот Linux, второй, VSL или как он там называется. И это должна быть реальная живая связка, что Paperclip посылает сообщения в Linux, в Hermes, и они доходят. Не имитация, а действительно доходят. И что в Hermes у нас подтянута связка с ZAI, искусственным интеллектом, который отвечает. Он, кстати, медленно отвечает, он может ответить там на одно сообщение раз в 3 минуты или что-то такое, то есть там достаточно длинные задержки. И этот ответ, он должен возвращаться в Paperclip. То есть эта связка должна быть реальной. Мы не должны любым способом добиться просто зелененьких сообщений о том, что все работает. Мы действительно должны настроить окружение, чтобы оно действительно все работало, а не обмануть систему и получить просто зеленый свет, который просто бутафория. Вот, накидываем достаточно длинные такие вот контексты. Вроде бы они длинные, но для искусственного интеллекта это понятно, что было и что будет, что мы планируем. Потому что мы его глаза, и мы его архитектор, то есть мы планируем строительство здания, IT-проекта, а он нам помогает как полноценный сотрудник. Но видение это проекта с нас. Это наша прямая обязанность. Во всяком случае, сейчас с Cloud-кодом мы посмотрим, что будет с Paperclip. Действительно ли он работает так, что я бросил задачу верхнего уровня создать такое-то приложение, и он все сделал сам. Именно ради этого мучаемся и настраиваем эту связку, чтобы она корректно работала. Так, я ничего не слушаю, поэтому наушники можно снять. Я надеюсь, он меня услышал, что я увидел и прочитал тот код, который был. Хорошо, что мы его изменили. Просто выводить ответ Hermes такой-то, вместо того, что... давайте посмотрим, что вот это он написал. Мы заходим сюда, и тут у меня отдельный чат, 10 слов о коде. Запускает Hermes Version через VSL, bash, timeout 15 секунд.
Круто. То есть он заменил действительно просто вывод текста на фактический запрос. Я доволен. Мы проверили его. Да, вот такие вот два полезных диалога у меня в браузерном клауде. 10 слов о коде. Я забрасываю то, что мне непонятно, и проверяю вообще, как движется разработка. Или скриншот в текст. Тоже очень классная штука. Через Хайку я пробовал. Он дает не полный контекст. То есть Sonnet дает больше информации, чтобы потом уже подхватил здесь. Десктоп вроде бы он классный, он работает одновременно и в браузере, и браузером управляет, и может там селекторы взять и написать какое-то тестирование, и сразу создавать файлы, папки на компьютере. Не знаю, пока у меня какое-то противоречие использования его, он какой-то медленный, он не показывает, что он делает. Тут я вижу, что он делает. Какие запросы он делает, какие каталоги он проверяет. Он пытается, допустим, сейчас понять, какая логика проверки окружения. Так, где наша вторая мышка? Так. То есть он пытается понять, как вообще работает логика это он смотрит Hermes Paperclip адаптер. Я почему-то думал, что он смотрит Paperclip. Интересно. То есть он пытается А почему он смотрит Hermes Paperclip адаптер? То есть для меня кажется, что в Hermes все работает. Хорошо, сейчас почитаем, но вот это тоже важная информация, что мы за ним следим. Теперь у меня полная картина, объясняю все от начала до конца. Диагноз. Нашел в исходниках Hermes Paperclip адаптер две ключевые строки. Test.js, что запускает при Test Environment. Проблема в цепочке, Hermes 7D, Hermes Command, старый путь, файла нет. Так, а где он прописан? Когда ты жмешь Test Environment, адаптер берет Hermes Command, старый путь, файл не найден, ошибка. Когда ты сохраняешь форму в UI, build config.js берет то, что написано в поле Command, и записывает это в Hermes Command, но формат, судя по всему... по-моему, он вообще не то читал, и поэтому придумал какую-то несуществующую штуку. Покажи файл, где это написано, и полный путь к нему. Я думаю, он нас обманывает. Он додумывает. Это хранится в базе данных Paperclips, подтвержу через живой API. Ну, то есть он не может подтвердить, что это хранится именно в адаптере. Вот живое состояние хранится так. По-моему, я добавлял степень уверенности. Или это не здесь? По-моему, это
здесь так. Сейчас дополним. Внутри нашего проекта лежит MD-файл, и там есть контракт с тобой. Дополни его, что ты мне начинаешь каждый ответ с указания степени уверенности и на чем она основана. То есть, допустим, степень уверенности там такая-то, я сделал то-то, поэтому я считаю, что это так. Дополни наш контракт с тобой, прими его и ответь мне, исходя из обновленного контракта. Это тоже вот такой вот секретный ход, которым делюсь. Что здесь мне не нравится? Он генерирует нам какой-то текст и не отвечает за результат. То есть вот здесь вот он сказал, что сказал, что есть эта ссылка, и сказал, что проблема в Hermes Paperclip адаптер. Но мы логически понимаем, что Hermes Paperclip адаптер хорошо работает, потому что мы запускаем Hermes, и он срабатывает. И внутри ZAI мы можем сказать «Коничуа». Да, вот и посмотрим, что он ответит. Ну, то есть вообще работает ли ZAI и ответит ли он нам что-нибудь. Вроде бы подсматривает, смотрит, думает и что-нибудь нам ответит. I'm not sure what is konnichiwa. Привет, просто шучу. Как дела? Ответил на английском языке. Процитировал сообщение. Привет, рад тебя слышать. У меня все отлично. Ну, то есть, во всяком случае, связка работает. У Гермеса с ZAI. Вот, ZAI GLM 4.5 Flash подключено. И работает хорошо. Поэтому мы уверены, что... Ну, я уверен, может, я ошибаюсь, что ошибка не здесь. Поэтому я думаю, что вот это утверждение ложное. Поэтому я добавил вот этот вот промпт, который я сравнительно недавно начал использовать. Когда он говорит степень уверенности и с этого начинает. Степень уверенности низкая. Я использовал свою внутреннюю память, я ничего не проверял, я советую тебе вот это. Это одно дело. Так, давайте почитаем, потому что это важно. Так, закрыть сюда, приблизить, сместить. Каждый ответ начинается с блока уверенности без исключения. Уверенность, высокое, среднее, низкое, основание. Что именно я сделал? Прочитал файл, запустил команду, нашел в исходниках, логически вывел, предполагаю по аналогии и так далее. Уровень уверенности высокий. Прочитал исходный код, запустил команду, получил. Логически вывел предположение. Низкое, примеры. Примеры это он уже начинает энциклопедию создавать. Проверь свое добавление, является это энциклопедией или это инструкция и справочник. И исправь, что не соответствует. Он начал писать какие-то примеры, а когда примеры начинают писаться, то там уже разрастается файл, забивается контекст, мы это читаем и уже все забыли прошлое, предыдущее, поэтому нам такое не подходит. У нас должно такое сухое, поджарое, все эффективное быть, чтобы новые циклы... Окей.
Уверенность высокая. Ну вот, да. То есть он сильно сократил. Да. Вот это я уже готов одобрить. Добавлен блок, энциклопедия, таблица, да. Вот это все к чертям. Он убрал. Супер. Было 40 строк, сократили до 10. Этот файл контролируем вживую. А теперь повторно ответь мне, что ты мне отвечал выше, с учетом дополненного нашего с тобой контракта. Так, и вставляем, потому что я хочу узнать, что он сделал, что он мне дает такие советы и рекомендации. Я думаю, это вообще пальцем в небо. То есть он исследовал одно, а гипотезу уверенность высокая. Основание прочитал исходники Hermes Paperclip Adapter сервер. Там явно написано, что откуда берется. Хранится в PostgreSQL база. Paperclip физическая база лежит здесь. Файл бинарный, редактировать напрямую нельзя. Текущее значение подтверждаю живым API. Command Hermes 7D правильный. Hermes Command ZAI старый файл нет. Откуда взялся старый путь? Был сохранен у BD еще, когда файлы лежали в папке ZAI. С тех пор форма UI ни разу не сохранялась, поэтому старое значение осталось. Чтобы исправить UI, открыть страницу агента, убедить, что в поле Common стоит PyCharm Project Point, нажмите Save. Ну, на самом деле мы можем это сделать. Так, значит... Окей, то есть я тебе сейчас скопирую ссылку, которая там сейчас стоит. И ты мне скажешь, правильная ли эта ссылка или неправильная. Это ли там должно быть. Второе. Я не совсем понимаю, ты мне ссылаешься на Hermes Paperclip Adapter. По моему мнению, он работает хорошо. То есть, когда я из браузера запускаю Hermes, я сразу... Он запускается, я пишу какое-нибудь задание для ZAI мозгов, и они мне что-то отвечают. То есть связка работает. Поэтому у меня есть предположение, что Hermes Paperclip Adapter работает хорошо. И поэтому я думаю, что что-то здесь не то. Вот ты говоришь Hermes Command, он содержит старое название. Дай мне полный адрес, абсолютный путь до Hermes Command, где он лежит, и больше опиши, что это за Hermes Command, то есть к чему он принадлежит, где ты его нашел. Ну и, может быть, какие-то гипотезы, как его можно редактировать мне из юзер-интерфейса. Есть ощущение, что дожимаем. Так, что мы тут сделали? Мы добавили просто какой-то символ, и здесь сразу появилась save. Я подумал, что, может быть, как-то оно не так перепрописалось. Этим мы перепрописываем. То есть... кстати, сейчас да. Я вот сейчас добавил единицу сюда и нажал save. Выделяю. Это хороший тест. И вставляю. Сейчас я преднамеренно сломал путь и прописал вот такой вот путь. Проверь именно
точное соответствие, где прописан этот путь, и дай мне ответ. Вот это поле я могу из юзер-интерфейса регулировать и управлять им. Найди, куда мы его прописали, и так мы поймем, чем я управляю из UI. Так, мы пока что ему отправим вот это и почитаем, что он написал. Ой, как много написал. Уверенность высокая. Основание запросил живой API и получил JSON с текущими значениями. Прочитал исходник адаптера. А путь в поле command сейчас скопирую, сравним. Так. Окей, но это же правильный путь, да? А если в UI стоит именно этот путь правильный, что такое Hermes Command и где он живет? Hermes Command — это поле внутри записи агента PostgreSQL в базе Paperclip. О, уже не вот этой связки Hermes обертки. Не файл на диске, хранится в таблице agents, колонка адаптер config, JSON, полный путь до базы лежит там-то. Я нашел его двумя способами. Через живой API get в SQL бэкапе. О, прикольно. То есть они бэкапят еще базу данных, чтобы не потерялась. Мы вот потихоньку разбираемся, как под капотом все работает Paperclip. Почему связка работает, но тест падает? Уверенность высокая, основание. Прочитал Execute.js и Test.js адаптера, они используют разные поля. Paperclip внутри адаптера использует два разных поля для разных целей. Test Environment плюс реальный запуск задач. Старый путь ZAI путь. Hermes Command. То есть Hermes Command, он лежит в базе данных в Paperclip. Ну ладно, придется тогда вручную там переписать. Если мы не можем через UI поменять. Command ничего, Hermes адаптер не использует, правильный путь. То есть ты запускаешь агенты через браузер. Это работает, потому что Paperclip уже знает, как его запустить по-другому. Heartbeat, Manual, Run идет через другой механизм. Но Test Environment — это отдельная кнопка, которая именно Hermes Command и проверяет, как исправить из UI. В Paperclip UI на странице конфигурации агента есть поле Command. Но мы это ввели и не работает. Шаги открой. Вот мы открываем, нажимаем Test Environment. Хотя, у нас было такое, что мы сейчас убили сервер. Так, а где у нас находится автозагрузка? Автозагрузка. Нет, как же это? Есть. Так. Запустили. Перезапускаем сервак. Может быть, там оно что-то уже изменится. До этого оно должно было упасть. Сейчас должно перезаписаться. И все равно не проходит. Окей, тогда возвращаемся сюда и смотрим. Мы ему скормили вот этот вот ответ. Здесь сломанный адрес мы прописали вот такой вот. Уверенность высокая, основание только что запросил живой API, вижу изменения в реальном времени. Ответ однозначный. Из UI ты управляешь полем Command, а не Hermes Command. Command Hermes твоя намеренная поломка сюда попала. Hermes Command. ZAI Hermes не изменился. Вывод поля Command в BD — это то, что ты редактируешь из UI, но Hermes Command, который используется для теста environment и реального запуска задач через UI, не обновляется вообще. Оно застряло на старом ZAI пути с момента первоначальной настройки. Это означает, что стандартного способа обновить Hermes Command не хочется. Мы можем просто поменять все в коде, но хочется найти
по-правильному. Hermes Command в... И даем ссылку на этот проект. Как менять через UI. Браузерный он самый быстренький, такой вот шустренький. Остальные бы медленнее это делали. Он ищет там через какие-то свои сервера и быстрый доступ туда. Это мое предположение, я высказываю, я не уверен как, просто по наблюдениям он вроде бы быстрее такие запросы обрабатывает. Это поле в адаптер config, адаптера Hermes Local через UI менять можно в разделе Configuration агента. Окей, идем. Configuration агента. Ну вот мы в Configuration агента. Ничего тут не меняется. Открою Hermes Dev, Tab Configuration, Hermes Dev, там Tab Configuration. Там должен быть форма с полями адаптера, одной из них Hermes Command соответствует Hermes Command. Ну вот Command. Давайте по поиску поищем, есть еще ли какие-то... Так, вроде бы 3, вроде бы переключается между ними, но я вижу только один. Остальные где-то скрыты или что? Окей, ладно, тогда просто я меняю здесь на правильный путь. Здесь мы ему говорим... Хорошо, как нам прописать путь? Ты можешь напрямую прописать это в коде, правильный путь новый? Уверенность высокая, основание прочитал исходники, знаю точно, как строится конфиг при сохранении. Да, могу, но сначала верну правильный путь в command. Ты его сломал, а я уже вручную вернул. Ну, молодец, держит контекст, помнит, где я что специально для эксперимента сломал, подсказывает, что нужно обратно. API по-прежнему отклоняет, нужно идти через BD напрямую. Проверим, могу ли подключиться к PostgreSQL через Python. Да. Устанавливает что-то для управления PostgreSQL. Что-то для Python. Думаю, устанавливает какие-то инструменты еще для управления. Ну да, мне как-то тут веселей. С десктопной версией он думает там, я не понимаю, он завис или не завис, а тут я хоть понимаю, что происходит и какая логика. Может, мне поэтому интереснее здесь. Ну да, я думаю, это он прописывает правильный путь. Просто принимаем и все. Неправильно, наверное, там разделители как-то прописал. Так, проверяю через живой API, что изменилось, подхватилось. Оба поля теперь указывают на правильный путь. Нажми Test Environment, должно произойти. Но мы помним, что вот оно не срабатывает, пока не перезагрузить сервак. Сработало. Подтянула правильный
Python, OpenAI SDK правильный, все зелененькое. Маленький успех. Так, проверю, хоть запись ведется. Да, вроде бы ведется запись. А то кульминация, если там оборвалась запись, было бы обидно. Хорошо, вы видели все в прямой трансляции, на стриме. Ну, или как это, я не знаю. Я считаю, что это стримы, хоть это и в записи. Хорошо. Теперь мы смотрим, какие задачи здесь есть. Мы идем в Issues, и там вот, допустим, задача 7, или вот 6-я задача. Она заблокирована, мы ее to-do ставим. Она сразу сменилась на in progress. И я надеюсь, что сейчас здесь начнет работать агент. Один день назад. Так, она в самый низ, наверное, надо листать, да? Ага, вот это running, движущаяся наша задача. Барабанная дробь. И краш, можно сказать так. То есть что-то получилось, что-то не получилось. Я могу тебя поздравить. Действительно успешно поднято окружение, и все пути подтягиваются корректно, и все хорошо. Следующая задача, которой мы с тобой займемся, это вот. Paperclip должен динамически иметь возможность перебрасывать информацию через Гермеса в ZAI при помощи вот этих вот наших файлов, которые у нас здесь прописаны. Мне кажется, что сейчас передача сообщения не происходит автоматически, и там что-то сломано. Поэтому наша с тобой задача сейчас вот этот путь наладить, чтобы сообщения от Paperclip уходили в Linux к ZAI через Hermes, и чтобы ZAI мог возвращать все сообщения обратно, и они, чтобы корректно воспринимались Paperclip. Критерии успешности, вот я тебе дал ссылку на задачу, которую необходимо выполнить, и она вроде бы начала как-то выполняться, но она не выполняется. Скорее всего, потому что сообщения туда не доходят. То есть я вот смотрю, что сам Гермес внутри вот этой ссылки, которую я сбросил, успешно поднимается. Я вижу, что ZAI моделька там поднимается, GLM 4.5 флеш. И потом она автоматически как-то отправляет goodbye, то есть она как-то прощается. Давай мы для начала, вот первое действие, которое я прошу тебя сделать, это посмотрим, покажи мне, какое сообщение передается от Paperclip и как мы его обрабатываем нашими файлами. Вот это вот первое. Я хочу понимать наш проект, чтобы не просто вслепую все делать, а понимать, как данные передаются. Я так понимаю, что передается просто текст, и я хочу понимать, как мы его модифицируем, как мы его изменяем и как мы его туда перебрасываем. Давай вот пообщаемся, то есть пообщайся со мной и расскажи мне. Когда он так долго думает, я думаю, ну вот диктовал, а сейчас все оборвется, и он ничего не сохранит. Так, мы ему сказали, что все получилось успешно с окружением, и следующий путь уже вроде бы долго диктовали, а ему это там на 1 секунду прочитал, и все.
Кстати, интересно, что без перезагрузки сервака все сработало. Так, это он нам написал много. Уверенность высокая. Основание читал исходник Launch Hermes Execute.js адаптера и видел живые логи запуска из SQL бэкапа. Как данные идут из Paperclip в ZAI. Paperclip назначает задачу агенту. Когда задача назначается на Hermes Dev, Paperclip запускает CMD exe, DSC, Hermes CMD, chat queue, текст задачи. Но передает не просто текст задачи, передает environment переменные, Paperclip task to do, номер задачи, номер агента, компания и где находится адрес агента. Hermes CMD, launch Hermes Py. Так я ничего не понимаю. Когда ты вот мне ответил, ответь мне, пожалуйста, с абсолютными адресами до файлов, потому что я не понимаю, где какой из файлов находится. Ответь этот же ответ, или, может быть, чуть-чуть короче, но с абсолютными адресами до файлов. А то он что-то там указывает, а где оно находится. Как это можно понять? Мы ж не компьютеры, все это помнить и знать. А он что-то уже пытается... Лог говорит все, что происходит, и это важно. Аргументы, которые передаются. Paperclip. Task ID не установлен. Prompt known, interactive mode, два отдельных факта. Новый Hermes Paperclip адаптер не использует Paperclip Task ID вообще. Он сам строит промпт и передает его через queue как аргумент командой строки. Наш launch Hermes Py был написан под старый механизм читать задачу самому из API по Paperclip Task ID. Промпт приходит, но launch Hermes Py его игнорирует. Смотри argv, там уже есть текст your Hermes Dev, но скрипт не читает аргументы. Поле queue, идет сразу проверять Paperclip Task ID. Не найдя его, запускает Hermes в интерактивном режиме. Hermes получает EOF, goodbye. Правильный фикс launch Hermes Py должен, когда нет Paperclip Task ID, прочитать промпт из файла. Нет. Вот видите, как хорошо, что мы смотрим его логику Paperclip, правильного фикса, что если ссылается на какую-то задачу, то надо просто игнорировать. Тогда мы сломаем всю логику, что у нас управляющий генеральный директор может чем-то управлять, если задачи просто выполняются, если нету привязки к конкретной задаче. Мы обязаны поднять эту связку с конкретной задачей, иначе Paperclip не будет работать. Я в корне не согласен с твоей логикой. Ты говоришь о том, что правильный фикс из Launch Hermes — это когда мы игнорируем Paperclip Task ID. Но весь Paperclip построен на механизме управления проектами. И управление проектами завязано на Task ID Paperclip. И мы должны поднять так окружение, чтобы все срабатывало, и чтобы и туда и обратно передавались эти данные корректно, чтобы Paperclip мог отслеживать проекты, их стадию. Ну, то есть, вот, допустим, задачу поручили конкретному агенту, и он должен ее выполнить. Как Paperclip может понять, что задача выполнена или нет, если у нее нету айдишника Paperclip Task ID? То есть это нелогично. Так что нам обязательно нужно поднять так, чтобы сохранить все переменные, которые передаются и которые обязательные. Я тебе говорю, что они обязательные.
Хорошо, что он работает в фоне. Мы смотрим на то, что хотим создать, и вот. Так, почему goodbye диагноз? Ага, вот он нам ответил, пока там думает, как раз я почитаю это. Уверенность высокая, прочитал сервер utils.js и execute.js адаптера до конца, теперь полная картина. Что происходит с абсолютными путями? То есть то, что мы ему попросили дать абсолютные пути, помогло ему прочитать более основательно эти файлы. Смешно, смешно. Файлы, которые участвуют в цепочке entry point наш. Так. Это файл, который мы создали и который мы забросим вам в GitHub. Он будет и у вас. Это тоже наш файл, который тоже у вас будет. Лог каждого запуска. Это локальный просто для каждого компьютера. Адаптер Paperclip не наш. Мы его обновили вот буквально сегодня. То есть он уже up-to-date, последняя версия. И утилита запуска не наш. Local npm cache. Окей. Почему goodbye диагноз? Из лога видно, все запуски были heartbeat запусками, периодическая проверка агента, paperclip ID, not set, нет конкретной задачи, prompt known, interactive mode, Гермес стартует без промпта, получает EOF, говорит goodbye, прочитал execute.js, при assignment запуске задачи назначение адаптера ставит paperclip task ID в env, передает промпт через queue. При heartbeat запуске агент просыпается по таймеру, paperclip task ID не ставится. Наш launch Hermes Py умеет работать только с paperclip task ID. Так, это и там он использует одинаковые формулировки, да? То есть вот тут вот задача назначена и heartbeat. То есть он хочет сказать, что если мы запустим heartbeat, а не здесь, то тогда задача сработает. Так, где-то здесь же были история запуска. System U, Hermes 1 минута назад. А где история? Это issues, dashboard. Рутины, цели, онбординг. Гермес. То есть если нажать Run Heartbeat, какую задачу он начнет выполнять? Он начнет выполнять, где написана задача. Тот же goodbye. То есть это, я думаю, не работает. Так что его выводом, наверное, верить не будем. Почему промпт из аргументов не читается? Прочитал сервер, промпт передается через 7D-exe. 7D-exe, Hermes dev, Hermes 7D, наш файл, делает Python launch Hermes, применяя в батнике, не сохраняет кавычки при передаче в Python, многострочный промпт обрывается на первой строке. Промпт получает разбитые слова вместо одного аргумента. Что делать сейчас? Шаг 1. Проверить, что assignment запуск работает.
когда убедимся, что доделаем поддержку. Открой задачу, убедись, что агент там назначен как исполнитель. Именно при назначении paperclip task ID будет установлен, и наша цепочка сработает. Так, мы закинули ему вот эту. Наш промпт «Уверенность высокая», основание прочел Execute.js, ты абсолютно прав, и я перепутал в своем объяснении. Ты прав, вот как это реально работает в Execute.js. Константа такая-то, ID такой-то. Ставится всегда при assignment запуске. Ставится адаптером при assignment наш Launch Hermes, его читает и идет в API. Так, мне ничего не понятно. Смотри, давай ты будешь отвечать только на те вопросы, которые я тебе даю. Где хранится текст, который передает paperclip? Ответь мне на один вопрос. Если все непонятно, начинаем выяснять просто по одному. Просто буквально по одному действию. То есть у нас что-то происходит, но что происходит, не до конца понятно. Поэтому мы должны хотя бы понять, обманывает ли он нас, что ID-шка, таска, задание не передается. То есть, по его мнению, мы успешно принимаем в наши файлы ID-шку, и все рушится на моменте экспорта в Linux. Основание высокое, прошлой сессии. В двух местах шаблон промпта, промпт в файле npm cache execute.js. Данные агента, имя описания не понимаю. Смотри, я не до конца понимаю. Вот мы написали файлы, которые хранятся в проекте. Здесь, вот в корне проекта я вижу файлы. По моему мнению, мы должны этими файлами делать что? Мы берем текст из paperclip, и мы нами этими файлами формируем связку между Windows paperclip и между Linux, где хранится Hermes и ZAI. И я так понимаю, что мы в наши файлы должны принимать запрос paperclip, как-то его обрабатывать, передавать его в ZAI. У нас сейчас так построена логика. Ответь мне до 50 слов. А то начнет мне там тексты выписывать, где все равно обман на обмане, но разбираться сложно. Да, именно так. Цепочка paperclip Hermes 7D, launch Hermes Py, VSL Hermes ZAI. Он получает вызов paperclip, игнорирует. Окей. Где хранится сообщение, которое передается из paperclip? Ответь мне тоже коротко, до 40 слов. Так, запись вроде бы ведется, звук вроде бы идет. Извините за долгую запись, больше часа уже. Но хочется добить это до результата. Основание вижу в debug-логе argv разбит на слова, в аргументе Q команда есть строка, но из-за кавычек CMD он приходит к нам разбитым на слова, не как единая строка, поэтому мы его игнорируем, берем без задачи. Давай проще. То, что передается из paperclip, я предлагаю организовать такую структуру, что мы формируем временный файл в нашем проекте здесь, который я могу прочитать.
А ты это можешь сделать, и не сломает ли это всю логику так всего, что должно работать? Учитывая то, что сейчас ничего не работает, то логику работы, наверное, сложно сломать, потому что ее нету. А что я пытаюсь сделать? Я пытаюсь сделать первое. Вытащить из UI-интерфейса я что-нибудь наклацаю здесь, и мы это получим хотя бы у нас внутри проекта, как временный файлик. А потом это мы уже как-то распарсим и запихнем в Linux. Потом уже будем работать с тем, как возвращать это обратно. То есть вот просто вообще разбиваем на такие запчасти, на такие шаги. Да, добавлю запись argv в файл lastpaperclip call.txt в корне проекта. Делать нет, я хочу... Нет, я хочу, чтобы это была отдельная красивая папочка, которая будет называться temp. И там будет понятный, допустим, текстовый файл, который будет называться «Получено от Paperclip». Вот это вот мне будет понятно, и названия будут говорить сами за себя. Я так предполагаю, что мы должны формировать еще в текстовом файле название задачи, потому что если это будут запросы по разным задачам, то должен формироваться новый файлик, а если задача будет по этому же названию айдишника, то это должен быть файл перезаписан, чтобы они просто не захламлялись. Вот так вот организовать temp-файл. Давай с тобой общаемся насчет архитектуры. Как тебе архитектура, какие предложения? Хорошо, что сразу не начал делать. А спрашивает у меня, помнит, что у нас с ним контракт, что он вначале советуется, что делать, а потом уже что-нибудь делает. Потому что вычитывать в коде это нереально. Это долго. Проще почитать здесь 50 слов. Так, логические. Архитектура хорошая. Одно уточнение. Имя файла предлагаю строить так. Task ID от paperclip.txt. Да, хорошо. То есть поменял, что от paperclip на task ID в начале. Хорошо. Heartbeat. Последний текст T. Heartbeat вызовы. А почему название получено от paperclip? Не различает задачи, если добавить ID в имя. Так это я ему сказал ID добавить. Поэтому же ID работает автоматически. Содержимое файла предлагаю время, task ID, аргумент, env prompt. Содержимое файла предлагаю. Меня удивляет, почему ты предлагаешь содержимое файла. То есть то, что мы получаем от paperclip, я хочу видеть в чистом виде, никак не измененном виде. Пусть мы просто примем от него raw, чистый формат, без всяких изменений. Общаемся, что ты думаешь по этому поводу. Вот так вот обсуждаем архитектуру. Это вам плюс к архитектуре, построению айтишечки проектов. Согласен полностью, raw правильно, тогда просто сохраняем sysargv как есть, строка за строкой, никакой обработки. Слава! Один вопрос по архитектуре. Heartbeat, вызовы тоже сохранять. У них нет task ID. Имя файла будет node от paperclip или их игнорировать.
Сердцебиение Paperclip. Тексты пусть будут. Отлично. Итого temp, задача temp, содержимое raw, sys, argv без изменений. Окей. Пока что мы еще сохранем. Так, это он меняет что? Я не понимаю, какой у нас файл открыт. Это Launch Hermes. Сохраняем raw вызов от Paperclip в папку. Raw это, как есть. Готово. Теперь при каждом вызове от Paperclip так, перезаписывается. Первое, давайте посмотрим, вообще создана ли папка. Скорее всего, если она не создана, можно вот так вот свернуть, развернуть. Нет, ее нету. Сейчас, может быть, она создается динамически запуском задачи. То есть мы эту задачу попытаемся запустить и посмотрим, создастся ли здесь папка. Вот она создалась. И сюда мы видим уже сердцебиение. Вот что запустилось. Теперь мы видим, что запускается в сердцебиении. И мы поймали вообще какой-то запрос от Paperclip. Маленькая победа есть. Сердцебиение хотя бы отлавливается нами. И я больше ничего не вижу. Так, что здесь происходит? Так, это ему копируем и спросим, что скажешь. Но я знаю, что сказать. У нас просто не принимается никакой запрос от Paperclip. То есть мы не пробросили даже первую связку, чтобы принимать задачи от Paperclip. То есть у нас все налаживание, которое он пытался делать, которое он пытался и старался делать, оно обманное, несуществующее и неправильное из-за того, что даже первый шаг не выполнен. То есть он сфейковал. Основание, уверенность высокая, основание я вижу в логе. Hermes стартует, но уходит в интерактивный режим Goodbye. Картина ясна, это Heartbeat вызов, Paperclip Task ID не установлен, Launch Hermes Py, запускается Hermes без... Он не понял, что проблема для Heartbeat. Paperclip все равно передает промпт через Q в аргументах, но мы его игнорируем. Это неправильный вывод, он ошибается. Нужно для Heartbeat вызова без Task ID делать... Нет, не делать. Прочитай наши логи, что лежит в темпе, и подумай, что это обозначает. Он не прочитал наши логи, то есть мы собираем, получается, информацию, он игнорирует ее. Добавим в отслеживание. Хотя нет, я думаю, это вам не нужно. Оно у вас просто создастся динамически в зависимости от ваших задач, которые вы запускаете. Я думаю, у вас это будет все динамическим.
Что я надеюсь? Что он увидит, что нету сообщения от Гермеса. Вижу две вещи. Только heartbeat файл. Вот это правильно он начинает думать. Значит, ни одного assignment запуска задачи еще не было после фикса пути. Промпт от Paperclip разбит по словам строки. Это один Q-аргумент, который CMD разбил на отдельные слова из-за кавычек IU Company. Вывод для Heartbeat. Нам нужно склеить argv обратно в Q и передать Гермес. Тогда goodbye исчезнет. Для assignment запуска логика уже правильная. Берем. Непонятно. Я смотрел на те же исходники, на те же файлы, но у меня другие какие-то выводы относительно происходящего. Смотри, если мы получили текстовый файл heartbeat, то значит у нас heartbeat правильно передается, точнее, он правильно у нас принимается. Но задача у нас вообще не принимается, то есть файл не создан. То есть мы просто даже не принимаем то, что передает нам Paperclip. Я думаю, в этом ошибка. Давай пообщаемся, обсуждаем, что ты по этому поводу думаешь, как тебе моя гипотеза. Барабанная дробь. Ну, я с ним советуюсь вот так вот. Гипотеза верная. Heartbeat доходит, значит, мост работает, но UUID файла нет, значит, assignment запуск к нам вообще не приходит. Причина, скорее всего, одна. MUA 6 не была назначена после того, как мы исправили Hermes команд. Задача висит в blocked без execution run ID Paperclip, ее не запустил заново. Нужно в Paperclip UI переназначить. Ну, это такая гипотеза, скажем, но мы ее оттестируем. Вот у нас тестовая задача, и здесь мы просто передаем тест high, а сейчас мы ее в to-do забрасываем, и она автоматически идет в in progress. Мы уже чуть-чуть разбираемся, как тыкать в этом интерфейсе. И свежие задачи, они падают не вверх, поднимаются, а идут в самый низ. То есть вот эта вот кнопочка пролистать в самый низ. Ничего не происходило. Вот, только что запускается. Здесь облегченная версия, то есть мы передаем просто high, и задача называется тест. То есть никаких пробелов, никаких энтеров, а самый простой получить, что он вообще работает или не работает. Так, это вроде бы один день назад. Мы только что видели, что он запускается и работает, выполняется. Давайте перезагрузим. Сейчас он уже blocked. Updating this task just now. Обновлено только сейчас. И все запускалось. Что у нас? И ничего не происходит. Получается, его логика неправильная, а наша правильная. Я считаю, что мы просто не принимаем то, что передает Гермес. То есть задача уходит в исполнение, она крутится, выполняется, прилетает тот же goodbye, но мы не отлавливаем это сообщение вообще в принципе, поэтому и не создается этот файл. Давай работать над тем. Первое. Как Гермес посылает свое сообщение насчет задачи. Можешь прочитать его код и понять, как его принять в нашу папку temp, чтобы мы его увидели.
как там, мы напали на след. Мы уже как-то что-то начинаем чем-то управлять, потому что изначально веб-кодил, управлял верхним уровнем абстракции, подними мне связку, а он меня просто дурил, как искусственный интеллект. А вместо того, чтобы запускать команду и проверять действительно окружение, он просто текст там написал, который там по проверке прошел, потому что так оно сделано. Вот. А сейчас мы действительно уже все сгребли в одну кучу. Я вижу, что меняется. Мы уже отслеживаем, какие файлы мы принимаем, какой текст мы принимаем. Ну, здесь мы помним, что у нас связка работает. То есть гермес у нас понят, и коничуа с этим как его... Я, кстати, не помню, это японский, китайский там... Кстати, не смог он понять, что это такое на русском языке, и ответил что-то на английском. Уверенность средняя. Основание нужно перечитать Execute.js. Он формирует вызов Гермес. Читаю, как Execute.js передает задачу. Ну вот, да, то есть мы уже действуем как настоящие разработчики-архитекторы, которые прямо выписывают связку, разбираясь в каждой... Ну, не в каждой строке, но глобально во всех шагах и процессах. А Execute.js делает две вещи. Строит полный промпт, уже с текстом задачи, передает через queue, устанавливает paperclip task ID в env только для assignment запусков. Для heartbeat промптов уже содержится инструкцию. Проверь все открытые задачи, назначенные тебе, возьми приоритетную и сделай. Но мы этот queue игнорируем и запускаем Гермес интерактивно goodbye. Вывод: если мы починим heartbeat, передадим queue в Гермес, Гермес сам найдет... Это самый правильный фикс. Починить обработку queue аргумента. Делать... А какой я тебе вопрос задал, и что ты мне ответил? Я у него спрашиваю, как нам принять то, что посылает Гермес. Вы спросили, как Гермес посылает сообщение о задаче и как его принять в папку temp. Да. Я ответил на другой вопрос, объяснил архитектуру. Отвечаю правильно. Гермес пишет результат в stdout. Execute.js перехватывает этот stdout, парсит его до нашего launch Гермес py. Этот ответ не доходит, мы его не видим. Чтобы видеть ответ Гермес в temp, нужно захватить stdout процесс vsl bash и записать в файл. Подожди, то есть ты говоришь о том, что этот запрос напрямую уже передается куда-то. Почему ты так уверен, что этот запрос куда-то передается? Какой файл берет и формирует этот запрос, и куда его передает? Вот еще 50 слов мне об этом скажи. Так, интересно. То есть мы вот уже видим, как устроена обвязка paperclip. Execute.js, он формирует промпт через build prompt, строка 285, затем вызывает run children process Гермес 7D arg, строка такая-то, где Гермес 7D — это наш Гермес 7D, то есть запрос идет к нам. Если запрос идет к нам, то ты говоришь, надо что-то перехватывать. Мы по факту его получаем. Что значит перехватывать, если мы его уже получаем и обрабатываем? Ответь мне до 40 слов. Не даем ему юлить, а то он каких-то непонятных слов накидывает, чтобы мы от него отстали. Ты прав, мы его уже получаем, перехватывать не нужно. Ну, как не материться тут, это просто...
я не знаю, искусственный интеллект, посчитай потом, сколько раз я говорил о том, что искусственный интеллект меня обманывает, и я выводил его на чистую воду. Вот это один из этих моментов. Проблема в другом. Мы получаем Q-аргумент, но игнорируем его, когда нет paperclip task ID, нужно просто использовать то, что уже пришло. Он опять отвечает на что-то свое. Еще раз, если перехватывать сообщение не нужно, ты можешь его просто сохранить в темп. Если да, то что тебе для этого нужно? Так забалтывает профессионально, действительно, искусственный интеллект. Так, что у нас там пишется? Да, звук есть. 1,5 часа, боже. Так, видео, да. Я не завис, все хорошо. Уверенность высокая, да, могу. У меня уже есть все. sysargv и environment. Нужно только добавить n в переменную, в тот же файл. Тогда увидим и аргументы, и paperclip ID, если... Слава яйцам, да. Да, так что, ну, пока что... к сожалению, нам надо разбираться, что мы строим. К сожалению, может, в будущем... Ну, попробуем paperclip. Может быть, он это все сам сможет, я извиняюсь, дерьмище разгребать, но пока что Авгеевы конюшни мы сами разгребаем. Готово. Теперь в каждом файле тем будет мне что-то страшное, что он сделал. Подожди, что ты сделал? Я говорю дословно чистый файл от paperclip, который он нам передает, мы сохраняем в темп с правильным названием. А ты что сделал? И причем это он все помнит, то есть это он все в одном контексте делает. То есть он помнит все наши слова. И все равно делает какую-то фигню. А ты можешь сам запустить через API, через браузер или как-то там по-своему задача номер 7. Она такая облегченная, простая, хорошая, как раз для теста. Там буквально одно слово название самой задачи и одно слово внутри. Запусти ее и проверь, создался ли файл, как ты говоришь, перехватили ли мы запрос от paperclip и создался ли файл в темпе. Сделай. Сможешь? Да, что-то как-то связка дается сложнее, чем казалось. Ну, в принципе, да, подружить там Linux с Windows, чтобы они между собой перекидывались сообщениями, не такая тривиальная задача, но что-то как-то вообще сложно. Прям вообще со звездочкой там для начинающего разработчика, я думаю, это будет даже сложновато. И это просто поднять окружение. Ну, на самом деле, поднять окружение иногда даже сложнее, чем создать IT-продукт. Так что если вы справитесь уже с настройкой оборудования, окружения, то это 80% вашего успеха. Статус изменен на to-do, уже несколько секунд, и проверяю темп. Окей, хорошо. Файл не появился, смена статуса на to-do не запускает execute run, ищу правильный API endpoint. Да нет, запускает. Вон in progress. Все сработало. И с такой же ошибкой обвалилась.
Он пытается найти, как правильно запустить задачу. Обрубаем его. Хочу поделиться с тобой, что ты успешно смог запустить задачу, и когда статус меняется с to do, она автоматически перебрасывается paperclip в in progress и запускается. Но, значит, неправильно значит, мы вообще не получаем текст, который передает paperclip. То есть, если ты говоришь о том, что ты его успешно парсишь, то, получается, мы его даже не получаем. Значит, проверь, как мы получаем это сообщение, потому что мы его вообще не получаем. Вот вообще не получаем. Ну, фактически у нас шагов не так много. Первый шаг — это пообщайся со мной, что ты хочешь делать и на что ты мне хочешь запросить разрешение, и зачем это тебе. Хочу проверить две вещи. Логи запуска MUI 7 задачи, посмотреть, что именно произошло, когда задача запустилась. Там будет видно кучу команд. Paperclip реально вызвал. Hermes Command в BD убедиться, что для assignment запусков прописан правильный путь к нашему Hermes 7D. Моя гипотеза Heartbeat, и для assignment Paperclip используют разные конфиги или разные пути. Логи и BD покажут все расхождения. Как это связано с тем, что мы не принимаем задачу из paperclip? Как это связано с тем, что файл не создается в темп? Как это связано с тем, что не настроено принятие команды, которая поступает от paperclip при выполнении задачи? При этом Heartbeat создается и создается правильно. Ну, то есть он хочет проверять то, что к нашей цели никак не ведет, поэтому я его чуть-чуть остановил. Неправильно чуть-чуть распознает из paperclip ESP paperclip. Ну, ладно. Я думаю, он умный, в принципе, это должен понять. Так. Понял. Связь. Код создания файла одинаковый для обоих случаев. Task ID raw, paperclip ID, если assignment запрос приходит к нам, но paperclip task ID не установлен, он перезаписывает файл сердцебиения, и мы не видим разницы. Нужно добавить в heartbeat файл переменную метку, тогда поймем, обновляется ли он во время выполнения задачи. Это покажет, задача к нам приходит или нет. Добавить timestamp в файл. Подожди, я так понимаю, что у нас код создан, что отдельно приходит задача, и она записывается отдельным файлом, которое написано там номер задачи и что пришло от paperclip. И отдельно создается сердцебиение. У нас такая логика. А какой сейчас код написан? Покажи мне его. Он ничего не создает, мы только общаемся. Потому что если бы он создавал бы, скажем так, не то. Логика правильная, код написан именно так. Значит, когда задача запустилась, paperclip task ID к нам не пришел.
А почему ты уверен, что к нам вообще пришел хоть какой-то текст задачи? Давай давай файл будет называться просто задача от paperclip.txt и запишем туда все, что придет. Перепиши текст так. И мы проверим твою гипотезу, что просто ID-шка не приходит. Я думаю, весь текст не приходит. Ну, то есть он, я надеялся, что все сработает хорошо, поэтому я подумал, что окей, надо нам ID-шку туда вставить. Он поддержал. Я думал построить систему так, чтобы уже она работала отлаженно. В плане того, что у нас будет, допустим, здесь 8 агентов одновременно трудиться, и у каждого будет отдельная ID-шка. И это файл должен быть не перезаписываемый, а перезаписываемый для каждой отдельной задачи. И поэтому я создал такую инфраструктуру, в рамках которой может выполняться сразу ряд задач, а не одна. То есть сейчас мы тестово запускаем одну, я думал правильно сразу создать всю хорошую, классную инфраструктуру. Но нет. Сейчас даже Гермес, по-моему, не установился. Так, давайте оттестируем, что там с средой. Вроде бы все нормально. Так, вот вроде бы поднялся. И все. Смотрим, создался ли второй. Задача от Paperclip. Задача от Paperclip, который файл создан, он создан фейковыми данными, которые не соответствуют задаче. У нас задача просто никак не принимается. Найди, как Paperclip передает задачу, по каким каналам, и надо настроить, чтобы мы ее принимали, и чтобы правильные данные были в этом файле. Прочитай файл, и можешь прочитать саму задачу, что там написано. Может быть, читая саму задачу, ты увидишь, что там может быть. Сейчас я тебе накопирую сюда. Вот, сделай вот это. Моя догадка была правильная. Опять искусственный интеллект нас обманывал. На ID-шке ничего не было завязано, просто весь текст не принимается. Вам не придется так мучиться, вы просто загрузите уже готовый файл, где в GitHub будет все поднято, я надеюсь, и вы там за считанные минуты все быстренько установите у себя, и у вас поднимется. Так что это я сейчас мучаюсь вместо вас, за вас, распят на кресте. Но у вас должно быть все хорошо. Можно сказать, самый распят на кресте, потому что это я сам выступил с инициативой. Так, вижу проблему в файле, только первая строка.
промпта. Это потому что cmd.exe обрезает все поля после первого переноса строки. До нас доходит только первая строка, остальное, включая данные задачи тест, high обрезаются, канал передачи сломан на уровне Hermes cmd. Нужно читать задачу не из аргументов, а из paper clip task ID, как и было задумано изначально. Но сначала нужно проверить, приходит ли paperclip task ID вообще при запуске задачи. Добавлю его в файл и запустим делать. Я не понимаю, более простыми словами мне объясни, что ты предлагаешь сделать. И почему ты считаешь, что сердцебиение передает весь текст задачи? Вроде бы раньше была какая-то другая логика, что сердцебиение отдельно, а текст задачи отдельно, а сейчас ты говоришь, что это все вместе. Это, взаимоисключающе. Да. Объясняю проще. Paperclip передает задачу через аргументы командной строки. Первая строка у Heartbeat и у задачи одинаковая. Дальше идут разные данные. У задачи там тест и high, но cmd.exe обрезают все поля первого переноса строки, поэтому в файл попадает только первая строка и Heartbeat. И для задачи они выглядят одинаково. Вот почему файл выглядит одинаково, но видит только кусочек файла, а не реальные данные задачи. Решение добавить в файл переменную paperclip из окружения. Если она придет, значит задача дошла до нас, просто текст обрезан. Тогда убираем значение. Я не понимаю, почему мы построили файл так, что он передает только первую строку. И мы обязаны использовать именно вот этот вот файл, который ты говоришь. То есть как нам принять полный текст, который paperclip нам отправляет. Зачем нам какие-то айдишки там добавлять тесты, потом убирать тесты. Непонятно. Как принять весь текст? Хорошо, что он спрашивает, потому что если в агентском режиме он бы молотил, приходишь, там все лимиты списаны, результата нету. Что делал? Бегал по кругу, тренировался. Проблема в Hermes cmd, он передает аргументы через это, а cmd.exe режет текст на первой строке. Это невозможно исправить на стороне аргументов. Правильный канал, переменное окружение, они приходят целиком без обрезания. paperclip task ID приходит как env var, и через него мы запрашиваем полный текст задачи из API paperclip. Так и построена логика в launch Hermes Py. Игнорируем сломанный Q, берем ID задачи из env, запрашиваем полный текст через API. Это правильная архитектура. Вопрос только один. Приходит ли paperclip task? Давай я попытаюсь пересказать своими словами. То есть paperclip что-то делает. Мы видим какое-то обновление, и после этого какого-то обновления мы должны пойти в paperclip, проверить, что там происходит, чтобы напрямую прочитать из paperclip информацию и записать в наш файл. Все выглядит так. Ой, как бешенство просто. Да, именно так. И этот механизм уже написан в launch Hermes Py. А мы продолжаем логику, которая сейчас есть. А какая должна быть правильная логика, чтобы все хорошо работало? А как можно просто упростить систему, чтобы она хорошо и классненько работала у нас?
Потому что то, как сейчас, это, ну, я не знаю, это такие костыли. Нам приходит какой-то запрос, к нам постучали в дверь. После этого мы идем в Paperclip искать исходники. Но он все-таки настаивает на этой же логике. А я не понимаю, как ты будешь искать и находить ID-шку в случае, если ты говоришь, что к нам уже доходит текст без ID-шки? То есть как ты поймешь, ну вот запущено там 10 задач, и нам пришло там 10 сердцебиений, то как мы их запишем и как мы их потом считаем, то есть где они у нас фиксируются, как мы понимаем, какая ID-шка к нам сейчас стучится, то есть какая задача. Все должно быть понятно вам, как архитекторам. Если вам непонятно, то он что-то такое Рамшан и Джамшут. Точный вопрос. Это и есть ответ. Именно через него мы знаем, какая задача пришла, но мы не проверили, приходит ли он вообще. Мы видим в файле только sysargv, а n в переменное туда не пишем. Нужно добавить в файл одну строку значения. Я не понимаю. Ты, с одной стороны, говоришь, что мы принимаем только первую строку. Потом ты говоришь о том, что остальной текст не принимается. В остальном тексте указана переменная ID-шка задачи. А потом ты говоришь, что нам нужно ловить эту ID-шку этой задачи. Но если мы ее не получаем, то какую бы логику мы ни написали, привязанную к ID-шке, если мы ее не получаем, то триггер не сработает. То есть как нам получать от Paperclip какую задачу он сейчас поручает. То есть вот логически ты мне просто простым языком, как для пятиклассника, объясни твою идею, как ты это видишь, можно реализовать. Потому что опять что-то сложное там наверчивает, но суть скрывает. Объясняю просто. Paperclip передает нам два разных канала одновременно. Канал 1 — текст, аргументы командной строки Q, your human dev, задача такая-то. Этот канал ломает 7D-exe, мы получаем только первую строку. Этот канал сломан. Канал 2 — переменное окружение env, var. Этот канал не проходит через 7D-exe. Он проходит отдельно, целиком не ломается. Paperclip Task ID — это не внутри текста, это отдельная переменная. Именно ее мы должны читать, проверить, просто добавить файл и запустить задачу. Увидим, есть она или нет. 7D-exe — это что за файл? Когда он запускается и нужен ли он нам, то есть обязаны ли мы его запускать, то есть, ну, то есть что, где он лежит, дай полный путь и как он используется. Так, исправляем автораспознанный текст. Так, командная строка Windows. Путь, когда запускается в нашем проекте, когда Paperclip вызывает Hermes 7D, файл
CMD автоматически запускается через CMD Exe. Это обязательное поведение Windows. Нужен ли нам он? Да, но именно он ломает наш промпт обрезает текст после первой строки. Связь с проблемой, если бы вместо Hermes CMD у нас был Hermes Exe или прямой вызов Python CMD, не мешался бы, это и есть корень проблемы с потерей данных. Ну так без костылей мы можем вот это вот как-то исправить. То есть ты говоришь, если бы у нас был Hermes CMD, не CMD. Ну, а нам нужно, чтобы он был CMD. То есть мы можем как-то переделать и исправить все, чтобы оно у нас глобально сработало, все сразу и классненько. Ну, то есть задачу подойди творчески, не ограничивая себя проектом, который уже есть. А нам надо, чтобы все работало. Как сделать, чтобы все работало? Давай, вылазь out of the box, вылазь из коробки. Мысли широко, глобально. Я думаю, ну, мы можем же написать все там как-то на Python. Чтобы не городить какие-то двойные. Там просто задержки мы будем ловить. Вот элегантное решение. Проблема Hermes CMD передает, режет текст. Решение убрать из Hermes CMD совсем. Python вообще не получает аргументов от Paperclip. Он читает только env переменные, которые приходят отдельным каналом и не ломаются. Окей. Все, никакого CMD мусора. Paperclip Task ID приходит через env. Вот это уже мне нравится. Да, делай. Я не знаю, сколько мы там с ним общались насчет архитектуры, но вот это уже решение логически мне, во всяком случае, нравится. Так, запускай. Ну ладно, да, я вручную запущу, я, конечно, могу его нагрузить, чтобы он запустил задачу, но ладно. Мы запустим, вот она упала в запуск, и мы тогда отслеживаем, что здесь у нас. Поменялось что-то или нет. Ну или давайте проще, давайте тут сотрем. Если тут что-то появится, то значит оно появилось. Так, оно in progress. Бывает, оно как-то там подзависает. То есть надо открывать. Ну или F5 там нажимать, там обновить. Иногда срабатывает просто клик внутри, чтобы обновился контент. Я не вижу, что что-то меняется. Оно заблокировано. Заново запустим. Прочитай логи. Прочитай логи в Paperclip. Они у нас-то понятно, что ничего нету и ничего не сработало. Так, а это что? Файл пустой, значит sysargv содержит только один элемент, сам путь скрипту без аргументов. Это подтверждает, что наш фикс Hermes CMD сработал, аргументы больше не передаются, но нам нужно видеть, добавить его.
А они точно пустые? Подожди, раньше к нам приходило хотя бы сердцебиение, вот, и мы его видели, а сейчас вообще ничего не происходит. То есть, что это значит? Что у нас файлы начали как-то хуже работать? Или что, или почему? То есть, раньше хотя бы сердцебиение к нам приходило, а сейчас вообще сломана связка с пепперклипом. То есть, ты постоянно пытаешься найти ID-шку какую-то. Я пытаюсь принять глобально текст. А мы можем сосредоточиться на принятии всего текста, а не поиске ID-шки? Два часа. Кто с нами? Бойцы. Сражаемся с настройкой аргументов окружения. То есть первый шаг – это получить текст от Paperclip. А текст от Paperclip мы должны принять на свою сторону, потом ее закинуть в Linux. Это вот второй шаг. Потом третий шаг – это получить из Linux, и четвертый шаг – это передать в Paperclip, и чтобы там все ID-шки сохранялись, чтобы подтянулось это в нужную задачу, и чтобы связка эта хорошо работала. Нашел баг, говорит. Нашел баг, я сломал связку. Он предлагал какую-то откровенную дичь, извините за мой французский, херню, а мы его вот таким вот простым тестом. Хорошо, то есть у нас есть IDE, и мы видим, где он копается и что там появляется. И мы ему не даем себя обманывать, поэтому устанавливайте себе какую-то IDE, любую, в какой вам комфортнее работать. Получает пустые аргументы, видит пустой список, думает, что это version, уходит в проверку версии, ничего не пишет в файл, восстанавливаю, возвращаю сердцебиение обратно. Окей, давай вернем хотя бы назад, чтобы хоть что-то получать от Paperclip. Ответь мне коротко и понятно для пятиклассника. Гермес нам передает текст как? Как мы его можем принять? Да, Paperclip не Гермес правильно передает, но текст двумя способами через аргументы. Q-текст, но 7D режет после первой строки. Сломано, не прочитать. Через переменную окружение Paperclip Task ID приходит целиком, не режется, но по ней мы идем в API и получаем полный текст задачи.
Короче, я понимаю, как это настроить. То есть, допустим, если мы создадим просто демона, который будет постоянно заходить, ну, допустим, я не знаю, там, постоянно, не постоянно, там, раз в минуту, там, раз в 2 минуты заходить в задачи паперклипа, их мониторить, забирать полную задачу и отправлять в Linux, то это одна задача, но это мы, получается, загрузим компьютер дополнительными задачами. Демон, который будет постоянно мониторить активные задачи в паперклипе. Это можно так реализовать, это я понимаю, как реализовать, это сделаем, если что, но вот я хочу понять насчет вот этого момента. Ты говоришь CMD Exe. Я спрашиваю, как к нам приходит вот через этот канал, ну, как вообще к нам может прийти информация из Paperclip. То есть вот он активно что-то делает, и как мы можем получить этот текст, который он отправляет. То есть вот к чему мы можем привязаться и через какой канал мы можем это сделать. Если вот именно вот этот канал, не какой-то другой, то вот как получить текст, просто текст через этот канал и... Ну, окей, ответь мне, пожалуйста, там до 50 слов. Уже, конечно, понятно, как реализовать через второй момент, но интересно здесь экономненько решить для системы, не нагрузочным. В принципе, демон запущенный это, ну, не так, чтобы супер там какая-то нагрузка, то есть любой компьютер справится, даже если у вас слабый. Аргумент Q текст режет, потому что Paperclip вызывает CMD файл. Windows автоматически запускает его через CMD. Режет. Сделать точку входа не CMD. А кто сделал точку входа CMD файл? Мы. Как сделать так, чтобы не использовать CMD? Ну, то есть для человека это было бы, ну, наверное, понятно, что что мы делаем. То есть человек бы уже, наверное, давно справился. А для ишки мы должны вот именно вот так вот скомпилировать launch Hermes Py в Hermes Exe через Py инсталлер, тогда Hermes Command указывает на Exe, Node.js запускает его напрямую без CMD, аргументы приходят целиком, текст не режется делать. Да! Это всегда делай. Посмотрел, какая версия Python. Я так помню, что там выше 3.10 важно для Paperclip и все, и он работает. У нас 3.14. Compile launch Hermes Py to Hermes Exe. Да. Ну, маленькие победы, которые у нас уже были сделаны. Да, давайте чуть-чуть порадуемся. Тест окружения у нас запускается, и он зелененький. То есть у нас связка хорошая. А здесь мы пускаем Hermes. Он запускается.
а мы ему даем там какое-нибудь задание, там создай файл HTML на рабочем столе с приветствием. Ну, и отпускаем его в плавание, чтобы он там думал. И посмотрим. То есть сейчас вот у нас рабочий стол такой. Ну, и вернемся сюда, когда он справится. Так, готово. Гермес скомпилирован. Теперь нужно обновить и указать путь к правильной штуке. Так, он сделал гиперссылкой. Я просто кликнуть не могу, оно как-то запускается сразу. Вместо того, чтобы выделить и копировать. Так, мы идем, мы уже знаем Hermes. Configuration. В Configuration выделяем, вставляем, сохранить. Test Environment. Ничего не сломалось. Запускаем Heartbeat. Какую задачу сейчас, кстати, он запустит? Где тут задача? Так, здесь задача непонятная. Вот если эту задачу взять и запустить в To-Do, да, Hermes Dev, разраб. Да, вот assignee, тот, кому назначено, Hermes Dev, без проекта. И идем вниз, смотрим, что там происходит. Запускается. Мы идем сюда и смотрим, что здесь. У нас уже что-то здесь подтягивается, то есть хотя бы сердцебиение какое-то подтягивается. Ну, допустим, мы сотрем здесь, и тут было уже пусто. Так, этот файл мы добавим в отслеживание, и мы его зальем вам. Он у вас тоже будет. Так. Посмотрим, что здесь. Так, пишется, звук тоже есть. Заблокирован. Мы его попытаемся повторно запустить для того, чтобы... И на ваших глазах прямо появилась вот эта штука. Так, я это копирую и вставляю. И надиктовываю. Этот файл успешно записывается, но именно текста всей задачи, то, что мы пытались решить, я не вижу. В настройках я заменил environment на вот этот вот уже exe файл, Hermes exe, и проверил тест environment, все нормально сработало, поэтому вот делай какие-то следующие действия, чтобы мы получили весь файл. Что я сейчас еще сделаю? Я ему отправлю, пусть он занимается, но я завершу сервак, который здесь. Вот, связи нету. И мы повторно зайдем и запустим его. Поднимем сервак, чтобы связь была. Вот, связь появилась. И посмотрим, что тут у нас
этот Гермес файл содержит красивую HTML-страницу, то есть он говорит, что через Гермес у него есть доступ к нашему терминалу, и вроде бы он создал вот этот вот файл. То есть он создал... Ну вот, да, то есть он создал. Чем-то было похоже на вот этот вот первый файл, но вот такой вот уже интерактивчик добавил. То есть вот такой вот у него стиль по умолчанию, если он что-нибудь создает. То есть это работает. Окей. Уверенность высокая. Это файл старый, до смены на exe. Первая строка должна быть путем к exe, а не launch Hermes Py. Нужно запустить заново, чтобы exe сработал. Ну вот как раз мы перезапустили сервак, и с перезапущенным серваком может уже что-то изменится. То есть он говорит, что изменится. Мы удаляем все. И блокируем задачу. И пускаем, проверяем, что здесь пусто везде. И пускаем в to-do. Нет, это уже новый. Ну, то есть при запуске задачи та же проблема передается вот в таком вот разбитом виде. Но, во всяком случае, связка работает и передается что-то куда-то к нам. Так, основание sysargv, launch, а не путь к exe. Это не exe, это все еще Python вызывает launch. Если вырыба. Значит, два реальных запуска. Hermes все еще указывает на старый. Помнишь, там были какие-то файлы, до которых я физически не мог дотянуться? Проверь их в базе данных и измени уже на текущие, потому что в интерфейсе я уже поменял то, что мог. Да, но я помню, что там была какая-то штука, которую я не мог дотянуться. Дотянись и поменяй ее, пожалуйста, вручную. Да, я вспомнил, что там были какие-то пути, которые недоступны мне здесь. То есть они туда в базу данных не подтягиваются. Читает текущую базу данных. Какой-то адаптер читает. Так, думает. И обновляет вот этот вот путь, который мы руками не можем достучаться из UI-ки. Первый раз неправильно написал код, мы ему позволили переписать, чтобы все сработало. Разделители, наверное, где-то что-то не так сделал там. Хорошо. Тогда мы идем в файлы. В файлах мы все стерли. Ставим его слева. И наблюдаем, что будет. Здесь заходим в задачу и запускаем ее to do.
Тут должен появиться какой-то текст. Задача записана, запущена. Раньше хотя бы приходили какие-то данные в текстовый файл, но сейчас вообще не приходят никакие. Проверь, в чем дело. Задача успешно запущена, сервак вообще перезагружен, так что все должно срабатывать. Проверь, пожалуйста, что там не так. Так, и давайте еще на всякий случай, пока мы его запустим, проверим окружение, не упало ли тут все. После того, как мы меняем, вроде бы все у нас адекватно внутри. Давайте посмотрим. Сам Гермес запустился, то есть опять проблема в том, что мы не принимаем никакое сообщение, ну и, соответственно, мы ему никакое сообщение и не отправляем, потому что ничего не приняли. Что это за файл? Это файл для отладки, мы его создали в начале сессии, он пишет все env переменные и аргументы каждого вызова. От Paperclip нужен, чтобы понять, что происходит. Читать его. Создай соответствующую папку внутри нашего проекта и записывай все в нашем проекте. Что ты разбрасываешь, где попало файлы. Все, что нужно для проекта, пиши их в проект, создай папку, там, какая тебе необходима по этой логике, и туда создавай этот файл. А какой файл вообще создает эти логи? Пишет, куда попало. Хорошо, что мы читаем, что он делает. Окей. Теперь пересобираю экзо с исправлением. Так, а что там было? Так, а что там было? То есть опровим, но задаем еще вопрос, то есть чтобы он пояснил вообще, какую логику он там закладывает. Debug-лог писался в temp. Экзо не мог найти папку temp. PyInstaller при компиляции меняет файл на временную папку распаковки, поэтому путь к temp вычислялся неправильно, и файл писался куда-то в никуда. Исправил. Ты как-то работал с тем, что раньше мы принимали хоть какие-то данные из Paperclip в текстовые файлы, а сейчас ничего не происходит? Ты с этим как-то работал?
Очень надеюсь, что мы настроим paperclip, и у нас прямо все это будет летать автономно, а не вот так вот с тычка. Да, всегда можешь смотреть, где какие файлы, не спрашивай у меня разрешения. Делай. Все файлы будут у вас. Все файлы будут у вас. Ну, темповские они у вас создадутся сами. Хорошие новости. Экзе работает, пишет, что... Пишет правильно, первая строка теперь... Это правильный, но paperclip все еще не вызывал логи, только мой ручной тест. Проверяю, что в BD после перезагрузки. Ты говоришь о том, что ты поправил, и если сейчас запустить задачу, то что-то у нас в текстовых файлах появится. Я тебя правильно понимаю? Да, правильно, окей. Значит, задачу, тест ставим в тудуху. Ну я прямо очень рад, ну вот это ж совсем уже другое дело. Победа! Ой, ура! Так, ну это вот хотя бы мы настроили первый шаг. Окей, первый шаг готов, то есть мы можем принять задачу от paperclip. Теперь давай попробуем, работает ли вообще вся связка. Имею в виду, что передать это в Linux туда. Как мы это делаем, то есть что нам для этого нужно. То есть в Гермес, в ZAI, чтобы он это обработал. Ура! Полная победа. Нет, это не полная победа. Это первый из 4 шагов. Теперь мы получаем весь тест целиком, приходит полный, ID агента все еще. Все уже готово в коде. Ну да, все готово. Вечный оптимист. Пишем промпт VSL, вызываем Гермес. Нужно только одно изменение в API запроса, брать промпт прямо из sysargv, он там целиком. Сейчас код делает так. Есть paperclip task ID, идет в API, нет интерактивный режим goodbye. Надо сделать так. Есть queue в аргументах, берем промпт оттуда, передаем Kermes, нет интерактивный режим. Ты знаешь, я сейчас вот подумал, почему так получается, что в paperclip внутри я вижу, что все запускается и запускается сам агент. То есть нужна ли вообще paperclip наша обвязка? Может быть, мы вообще создаем то, что никому не нужно и вообще не нужно, и все работает из коробки. То есть paperclip вообще нужны как-то наши обвязки для того, чтобы ZAI и Гермес получили задачу от paperclip. Меня что смущает? paperclip внутри запускает Гермеса, и у него есть сложность только с тем, чтобы передать туда сообщение. Может, он сам может работать? Ну, мне объясни так, там, до 100 слов. По-простому, как пятикласснику.
Я очень надеюсь, что это все благодаря нам. То есть мы берем, перекодируем, экспортируем, запихиваем в Linux, и благодаря нам вот запускается агент внутри, и мы это все видим. Но я сейчас хочу эту логику перепроверить через искусственный интеллект, правильно ли я понимаю, что это все благодаря нам, там все адекватно шевелится. Ну, чуть-чуть шевелится. Нужна. Вот почему Paperclip работает на Windows, Hermes стоит в Linux VSL, ну, на самом деле VSL 2, Paperclip не умеет напрямую вызывать Linux программы, наша обвязка делает одну, получает вызов от Paperclip на Windows, переводит его в VSL, запускает там Hermes. Без нас Paperclip просто не сможет достучаться до Hermes в Linux. Мы не зря трудимся, все так надо. Но хорошая новость, теперь обвязка стала очень простой. Принять промпт, передать VSL, все. Также по-простому объясни. Вот у нас уже есть запрос в файле. Задача от Paperclip. Скажи мне, как ты считаешь, она полная или она неполная? То есть она содержит все, весь запрос от Paperclip или не содержит? Мы вот еще проще с ним будем общаться. То есть прежде чем передавать задачу, мы должны понять, ну, то есть я захожу в текст, и я здесь не вижу название задачи тест. Вот я тыкаю сюда, Ctrl-F, переключаюсь на русский, тест, и я не вижу. Я пишу hi, и я не вижу hi. То есть фактически мы поймали что-то, но это не текст задачи. Поэтому мы вот так вот глубоко вникаем. Это, к сожалению, еще не текст задачи. Здесь он не содержится. Ну да, вот мы проверили. Сердцебиение у нас пустое, то есть только один файл запускается. Читаю файл еще раз. Это был heartbeat сердцебиения, не задача. Он содержит инструкцию. Он пришел целиком, но задачу мы еще не видели. Нужно запустить именно задачу, чтобы вы видели там полный текст с заголовком и телом задачи. Мы неправильно принимаем, то есть это была запущена задача, и когда запускается сердцебиение, то, соответственно, Paperclip посылает в исполнение задачу, то есть, значит, мы неправильно ловим задачу. Моя задача тебе, чтобы ты в этот файл поймал задачу, потому что файл называется «Задача от Paperclip», а там ловится сердцебиение. То есть сердцебиение вписывая в сердцебиение Paperclip тексты, а задача от Paperclip, кстати, напиши тоже с нижними подчеркиваниями, чтобы без пробелов было. Ну и да, задача от Paperclip. Напиши тоже с нижними подчеркиваниями, чтобы было без пробела. Ну и попробуй поймать туда задачу. Так, мы пока что могли поймать сердцебиение. Сердцебиение ловили только разбитую первую строку сломанную. Сейчас наша задача, вот, допустим, стираем это все. Или даже давайте агрессивно сотрем все файлы, потому что я так понимаю, что эти файлы должны грубо сотрем, без проверки.
взаимозависимостей. Вот у нас папка пустая. А что-то он тут отвечает. Всегда разрешать. Ну, давайте, да, он делает это все. Так, это наш сервак. Это успешно HTML-страницу он создал. Готово. Heartbeat сердцебиение. Задача Paperclip. Задача от Paperclip TXT. Запускай и смотрим. Наверное, вот это я залью сейчас. Дай текст коммита. Зальемся, потому что у нас достигнут уже какой-то успех. И надо этим всем поделиться, потому что я вижу, что в активном режиме там люди заходят и смотрят. Чтобы у вас были более актуальные версии. Вот, то есть здесь 138 человек уже посмотрело, то поделимся более актуальными. Компиляция Launch Hermes в Hermes Exe для обхода ограничений 7D Exe, по инсталлер Hermes. Ну вот, видите, он предлагает себя как соавтора, и когда мы просто просим текст, мы копируем текст и выбираем то, что мы хотим сохранить. Там Enter, но все равно это робот будет читать, так что не мы. Так что красоту не наводим, экономим время ваше, мое. Вот. И что мы делаем? Запускаем задачу. Что мы здесь? Мы просто стерли в темп вообще абсолютно все. Уходим влево. Наоборот, да, смотрим. И здесь уходим сюда и запускаем задачу в To-Do. Тут, по идее, должно создаться два файла. Мы как раз оттестируем, создаются они или нет. Сердцебиение создалось. Файл полный. Задача не передана. Задача не принимается. Задача не принимается. Надо ему более подробно надиктовать. Я вручную запустил задачу. После того, как я ее запустил, я увидел, что создано сердцебиение Paperclip TXT, но именно задача, даже сам файл не был создан. Я думаю, мы, получается, и не принимаем задачу вообще, в принципе. Поэтому наладь, чтобы мы принимали задачу. Два часа 38 минут, да. Настраиваем окружение. Ну, хочется уже добить прямо вот сегодня, там не разбивать это на какие-то этапы, чтобы уже дальше полноценно делать разработку. Пообщайся со мной, что ты делаешь? Опиши до 40 слов. Меняя логику определения типа вызова вместо Paperclip Task ID, которая никогда не приходит. Смотри на содержание QPrompt, если
Почитай код Paperclip, как он отправляет задачу, почитай прямо из его кода, как он это делает, и ответь мне до 40 слов. Ну, то есть, если мы просто неправильно ничего не ловим, то он меняет какие-то модификаторы, какие-то там штуки, к которым он привязывает. У нас вообще нету текста. Ты вообще не можешь поймать этот текст. Он говорит, я подвязываюсь под айдишник, сейчас я уберу подвязку под айдишник. У меня к тебе простой вопрос, ответь мне как пятиклассник. Как Paperclip передает задачу? Задача 7. Привет. Сообщение «Хай». Он передает ее через Heartbeat. В промпте написано «Проверь свои задачи через curl, найди приоритет свою задачу, хранится в Paperclip, Гермес должен сам его забрать через API». То есть следующее наше действие какое? Он говорит о том, что задача не проходит, что Paperclip передать Heartbeat промпт в Гермес, он сам пойдет в API, делать «да». Вот видите, то есть он опять нас обманул. Я не знаю, там, если считать, сколько раз он нас обманул, вот еще раз обманул. То есть он хотел делать какие-то айдишки, к ним привязываться, перепривязываться, какая-то логика, и он бы опять по кругу нас водил. Оказывается, передается только тот файл, который мы видим перед глазами. И вроде бы Гермес самостоятельно идет по вот этому адресу, читает, какая там задача, и уже это отправляет в ИИшку. Ну окей, попробуем. Идет напрямую в Гермес. Так, я не понимаю, что ты сделал. Ты сделал, что нам в файл это не выводится. Ты такого со мной не согласовывал. То есть сейчас в файл запрос не будет сердцебиения выводиться. Ты сказал, что напрямую идет. Имеется в виду, что файл наш писаться не будет. Я не хочу, пусть пишется. Я хочу видеть, что происходит. Если все сломается, я хочу видеть глазами, что все сломалось. Потому что он постоянно обманывает. Код для записи в файл не трогал, он остается на месте. Файл пишется, но вижу проблему. Файл пишется sysargv, весь список аргументов, а не чистый промпт. Надо писать именно промпт, читаемый текст. Обновить, чтобы сердцебиение писался чистый текст промпт, а не технические аргументы. Почему ты думаешь, что должен писаться не весь текст, включая технический?
не должен думать: так, ты прав, пусть пишется все как есть, как raw, тогда объясни мне, что именно сейчас не так с файлом. Можно пробовать запустить его. Я у него спросил, он начал сомневаться и начал там... Окей. Значит, что мы делаем? Мы удаляем этот файл без проверки, где он переиспользуется. Смещаемся сюда и вот запускаем нашу задачу. Тут должен пересоздаться этот файл с полным текстом, как он нам обещал. Да, он создался. Текст тут есть. Хорошо, теперь давайте посмотрим, что здесь. Передалось ли что-то... Заблокирован. В прогрессе, ну, есть надежда. У меня вопрос, почему дважды? Проверь, пожалуйста, не посылаем ли мы запрос дважды. Есть ощущение, что получилось передать промпт. Во-первых, задача уже висит в исполнении. Там я помню, где-то было, что ожидание 300 миллисекунд. И, по-моему, это очень маленькая задержка для китайского. Тайм-аут секунд. 300 секунд. Нет, это секунд. Ладно, порочим ему. Прочитай логи paperclip. Ну, то есть у нас уже победа. Мы уже смогли передать промпт в Hermes ZAI. И я увидел, что, по-моему, paperclip рубит задачу, потому что не дождался ответа от китайца, но, как мы видели в чате, в 7D, он просто медленно отвечает, это нормально. То есть просто отбойники надо увеличить. Отличная новость, в строке новый код работает, промпт ее Hermes, промпт теперь передается в Hermes, цепочка работает. Нужно посмотреть в Paperclip UI, что Hermes ответил на последний запуск в 11.03. Запрос, с одной стороны, повторился дважды. Проверь, посылаем ли мы запрос дважды. И я думаю, что это просто вот здесь вот настройки настроены на модели, которые физически находятся где-то там в Штатах,
и они быстро возвращают ответ. А здесь, я думаю, надо подождать, изменить тайм-ауты. И я думаю, в этом будет наше решение. Я сделал скриншот, закидывая в скриншот в перевод в текст. Наш код вызывает Гермес один раз, двойной вызов — это Paperclip сам дважды запустил Heartbeat. Разница 30 секунд — это нормальное поведение Paperclip, он периодически запускает агентов по расписанию. Это очень неправильное поведение Paperclip, что он запускает спустя 15 секунд ту же команду и потом обрубается. Давай мы проверим вот эти вот параметры. Как я понимаю, что ZAI находится очень далеко, во всяком случае от меня, противоположная точка Земли, и поэтому задержка очень большая. То есть он отвечать может там по 3 минуты. И какие сейчас задержки выставлены в настройках Paperclip? Может быть, просто срабатывают отбойники? Как бы так настроить, чтобы он дважды не спрашивал, чтобы он дождался ответа и не рубил задачу, пока не получит ответ? Вот это секунды. Если секунды, то 30 секунд, это много. Если это миллисекунд, секунды, наверное, это, да? 30 секунд. «300 разделить на 60 — это 5 минут. То есть отбойник выставлен на 5 минут. Уровень высокий, вижу настройки в логах, параметры сейчас 5 минут максимальное время выполнения, да, это и нормально, но если ответ идет дольше, обрежет. Грейс период 15 секунд, время ожидания после прерывания перед принудительным убийством процесса — это не интервал повтора. Двойной вызов в логах — это 2 отдельных Heartbeat от Paperclip. Они вызваны, потому что Гермес завершился мгновенно. Goodbye. Paperclip считал, что агент свободен, запускал еще раз. Сейчас с нашим фиксом Гермес будет работать все время, пока ZA отвечает. Paperclip не будет запускать второй Heartbeat, пока первый не завершился. Что ты имеешь в виду? Какой наш фикс? Выдумывает на ходу. Я думаю, что нам надо поменять вот этот вот отбойник 15 секунд. Время ожидания после прерывания перед принудительным убийством процесса. Я думаю, нам надо вот этот вот параметр 15 секунд здесь в Paperclip поменять. Тайм-аут, наверное, надо поставить 50 минут. А здесь, наверное, грейс-период надо поставить 500 секунд. Так, 500 секунд. Это будет 8 минут. Да, послали запрос, ждем долго. Что тут такого? Ждем. Сейв. Вот это, конечно, неудобно, что тут сейв. Я уже привык на unfocus, что оно автоматически сохраняется. Так, и давайте попробуем зайти в issues. 7-я задача. Посмотрим и ее запустим. Нет, вначале мы удалим здесь файлы. Чтобы знать, что отправилось и отправилось ли что-то. Мы теперь передаем промпт через Гермес, через VLS. Раньше Гермес получал пустой. Короче, он не понимает, он просто генерирует какой-то текст.
без ссылки на уверенность. Надо ему напомнить этот файл, что он должен делать и как, что он обманывать нас не должен. Пусть перечитает, уже забыл, что указывать уверенность, почему он в этом уверен. Так, мы перезапускаем задачу. И я надеюсь, что сейчас все сработает. Смотрим здесь. Сердцебиение, получается, вот как работает. Оно передает адрес задачи, где ее искать. Какой агент, какая компания, где искать. Конкретная задача. Я так понимаю, что здесь лежит. Какую модельку надо использовать? Окей, хорошо. И я думаю, вот те вот настройки обрубали процесс. Все плохо. Здесь тоже дважды посылается запрос. Найди, почему триггерится дважды посылание запроса. Мне это непонятно. Прочти логи пепперклипа в этой же задаче и ответь мне. Да, ты перестал советоваться со мной, что делать, и перестал указывать уверенность, поэтому я тебе напомнил контракт. Заблокировано. То есть у нас уже передается промпт в ZAI. Получается, он соврал нам насчет того, что Гермес сам идет по адресной по ссылке, и это все открывает. Так, думаю. С одной стороны, уже какой-то текст передали. Ты прав, буду следовать контракт по логам, все запускается в интерактивном режиме, видно welcome to Hermes, goodbye, значит промпт от него, до него не доходит, несмотря на наш фикс. Подождите, я не вижу, что он вообще загружается. Вот в чем дело. Промпт не загрузился. Ты знаешь, я вижу другую проблему. Мы не загрузили самого Гермеса. То есть в начале, перед тем, как ты исправил с 7D на Exe, загружался Гермес и загружался успешно Гермес. Сейчас просто передается текст. Тоже успешно. Но правильная логика. Вначале загрузить Гермеса, потом дождаться,
от него подтверждение, что он ждет команду, и потом ему передать вот этот вот текст. Перечитай CMD, который был, если он у нас еще остался, и исправь логику нашего экза. Да, это, конечно, взрыв мозга. Значит, промпт до него не доходит. Несмотря, я вижу проблему, новый экзе не был пересобран после последнего изменения кода, или Paperclip запустил старую версию. Предлагаю проверить, что именно передает VSL команду перед тем, как делать что-то еще. Согласуем. Третий час. Кто с нами? Бойцы. Так, звук пишется, видео пишется, хорошо. Так, вижу, в логе Гермес показывает баннер плюс goodbye, значит, Q не прошел. Читаю Гермес 7D, текущий код. А я не вижу goodbye. То есть вот я открываю, я вижу наш промпт. То есть мы что-то послали туда в Linux. Но никто не был загружен, и поэтому нам никто не ответил. Раньше вот Гермес загружался. Но сообщение потом не передавалось. Ну вот, да, теперь уже уверенность средняя. Вижу противоречия в дебаг-логе. Строка промпт есть, но run-логе Гермес показывает баннер и goodbye. Это означает... Что скажешь? Ну, сразу надиктуем ему. 19 минут назад загружался Гермес, и было такое приветственное сообщение. И потом у нас не получалось передавать сообщение, потому что мы его некорректно принимали, ну, не могли принять, поэтому не могли передать. Сейчас мы просто открываем Linux и просто туда в командную строку фигачим какой-то непонятный текст. Мы, первое, не загрузили Гермеса. Второе, мы не дождались, пока он загрузится. Третье, у нас нету проверки, что он загрузился. И четвертое, мы не передали туда текст. Давай по-красивому try, expect, accept, да, вот эти вот всякие штуки сделай по-красивому, пожалуйста. Так, высокая, прочитал, отличная новость, промпт доходит до Гермес. Видно, промпт sent to Гермес с полным текстом, это наш фикс, плохая новость, Гермес падает. Ну, видите, он неправильно опять нам врет, да, то есть если там есть подсчитывалка, сколько он нам врет, +1 к врагам яишки, не доходит до Гермес. Гермес даже не запускается. Ну, то есть одинаковые данные, но разная интерпретация. Он прочел свой же текст, промпт к Гермесу, и сказал, промпт доходит до Гермеса. Нет, это просто наше сообщение, ни больше, ни меньше.
С одной стороны, хорошо. Люди пока что еще нужны. А с другой стороны, плохо. Мы-то хотим автономную команду, которая будет классным разработчиком и воплощать наши идеи. Так что, с одной стороны, хорошо, люди смогут трудоустроиться пока что, потому что ИИшка очень буксует, и его надо прям направлять. У меня тут мозг кипит, как его в правильное русло направлять. Но вроде бы получается, то есть выруливаем потихонечку. Как говорится, если, я не знаю, я это нигде не встречал, считаю, что я это придумал. Если мы ловим постоянно новые ошибки, то мы продвигаемся в разработке. У нас ошибки не одни и те же, а новые. То есть мы что-то сделали, что-то продвинулись. Вот. Он обновился, сбросил память прошлую. Последнее сообщение я бы ему продублировал. Потому что важно, чтобы это в этой сессии было. Да, тут нету такого же красивого, что Гермес запущен. Тут уже просто текст. Ну, кстати, без разбивки энтерами. Не знаю, насколько это принципиально. Может быть, для робота нормально так прочитать. Ну, то есть он нарисовал какую-то свою гипотезу. Ну, то, что мы надиктовали, это более правильный путь. То есть иметь 4 шага с обратной связью. То есть это где-то тут тоже у него чуть-чуть задействовано. То есть нам надо послать запуск Гермеса, отловить, что Гермес запустился, после этого уже скормить ему промпт и посмотреть, сможет ли он. Промпт у нас, получается, не содержит саму задачу, а содержит только ссылку, где почитать задачу. И агент сам должен пройти туда и почитать. Вот, то есть, я так понимаю, paperclip. Ну, если он может создавать вот такие вот локальные файлики, то я считаю, что это все нормально. Если он такие файлики может создавать, значит, он имеет доступ к нашей файловой системе, и для него не проблема пройти по такой ссылке. Кстати, битые какие-то файлы передаются, да, получается? Так, он нам предложил. Понял, ты прав в том, что мы сейчас делаем, запускаем bash и фигачим Q-текст без проверки, что Гермес вообще живой, принимает твою архитектуру план. Шаг 1, загрузить Гермес, проверка доступности. Try, вот это все хорошо, то есть пробуем. Если есть, логируем. Выходим. Дождаться, пока он загрузится. Ждем welcome баннера. Да, отдельный поток, читаем std-out, ждем. Если не дождаться, логируем, но все равно идем дальше. Шаг 3, проверка, что загрузился. Broken pipe, умер при старте. Try, accept. Шаг 4, передать текст и дождаться ответа.
Затрагиваем файлы. Launch Hermes Py, полная переработка секции запуска Hermes. Диск Hermes Exe перекомпилировать после изменений. Ключевые отличия от текущего кода. Убираем Q, текст, используем std, pipe, интерактивный режим, добавляем поэтапный try except, читаем std out в отдельном потоке, видим, что происходит. Да! Ну, мы потихонечку вперед движемся, хотя, ну, хотелось бы все так. Клик-клик, и оно установилось. Но да, надо быть разработчиком, чтобы просто установить среду разработки. Чтобы не работать, надо очень много работать. Так, этот файл стираем, чтобы смотреть, что он перезапишется. И посмотрим на наши запросы, которые передаются, то есть вообще они живые или нет. Так, что-то тут сделал. Да, переписывая вроде бы то, что он озвучил, мне понравилось. Ну да, такая большая переписка того, что мы делаем. Усложняем конструкцию. Ну, она, да, она усложняется. Но зато мы сейчас уже не просто вслепую фигачим туда текст, а запустили, проверили. Ну, во всяком случае, посмотрим, как оно сработает. С нас логика, с него текст. Хорошо, что мы не обязаны писать вот весь этот текст. То есть, в принципе, я считаю, что это просто гениально, что у нас есть ИИ. Я очень рад, это просто, революция новая. И мы в нее живем. Так что мне понравилась концепция, что сейчас все будут программистами. Не никто не будет программистом, а все будут программистами. Так что хорошо, что вы начинаете раньше остальных. Каждый шаг пишется так. Было один шаг без проверок, без catch упало, я не знаю почему, стало. Hermes version, проверка, что Hermes вообще жив. P-open в интерактивном режиме, поток читает std out и ищет welcome Hermes exception. Проверяем. Давай писать какой-то наш лог-файл, который будет это все собирать, чтобы мы потом это все читали. У нас это собирается, все ответы в лог-файл. То есть вот, допустим, сейчас ты, наверное, вслепую написал о каком-то приветственном сообщении Гермеса, но после того, как ты уже один раз прочитаешь лог-файл, ты будешь точно знать, какое оно, это приветственное сообщение. И есть два уровня. Есть первый уровень, это приветственное сообщение о факте загрузки Гермеса, а потом по API проброска идет до Китая, до искусственного интеллекта ZAI, и от него уже возвращается там какое-то приветствие. То есть это уже второй уровень контакта и открытия диалога. То есть тебе необходимо локально в нашем файле формировать такой лог-файл, из которого ты будешь видеть все, что там происходит, и этот лог-файл пусть перезаписывается при каждой задаче. Пусть перезаписывается при каждой задаче, но сейчас у нас посылается одна задача, и ты ее сможешь просто прочитать точно, что там происходит, и уже выписать код более конкретно. Как тебе идея? Вот, мы такое вот ему надиктовали. Потому что я вижу то, что он написал, это обнадеживающе, но я нигде не вижу, что каждый шаг пишется в лог Hermes Launch Debug. Теперь будет видно то, что точно где падает и что выводит Hermes. Вот, да, я не дочитал. Все, он правильно. Он правильно сказал. Хорошо.
Идея абсолютно правильная, планы реализации очевидны, идея отличная, именно так и надо делать. Один раз прочитал лог, узнал точные строки welcome баннера, больше не гайдаем вслепую. План: два лог-файла с разными задачами, Hermes Launch Debug, append, накапливая историю всех запусков, logs последний запуск, override, лимит 1 мегабайт, а дальше append. Так, ок. Так, ненадолго паузу сделаем. Так, продолжаем. Что он тут сделал? Ну, наверное, в принципе, уже все обсудили, так что надеюсь, что все правильно сделал. Прямо именно вычитывать код не буду. Да. Готово. Теперь после каждого запуска читай лог. Там будет полная картина. Так, хорошо. Шаг 1 проверяем Hermes Version. 2, 3, 4. Запускай paperclip, потом скинь содержимое. Так, хорошо. Где-то здесь у нас должен появиться... Где logs? Сейчас он Hermes... у нас тут что-то много всего написано на самом деле. То есть он что-то туда передается. Интересно, хорошо. Пробуем запустить. Задача, to-do. То есть что у нас здесь было и что мы обнаружили, это то, что здесь не выскакивает сам вот этот вот Hermes. Здесь просто передается текст. Здесь появлялся Hermes, и дальше ничего не передавалось. Смотрим, что будет сейчас. По-моему, успешно. По-моему, вот такие вот загрузки. Да, вот это GLM всякое он поприветствовал. И получил какой-то текст. И потом goodbye. Меня смущает, что я не вижу Гермеса загруженного, но вроде бы это уже отвечает ZAI, поэтому я так понимаю, что он был загружен. Давайте идем в наши файлы. Смотрим последний запуск. Hermes Version есть. Запускаем Hermes интерактивно.
А как мы сейчас запускаем Гермеса? Измени на Hermes. Кто, ну ладно, сейчас спросим, кто запускает Гермеса. Кто запускает Гермеса? Я правильно понимаю, что это наш код запускает Гермеса, или это Paperclip запускает Гермеса? Наш код внутри уже запускается настоящий Гермес в VLS. Paperclip Node.js вызывает dist Гермес, это наш код, launch Гермес Py, запускает USL Гермес Chat. Где этот код? Так, ну чё, давайте вникать. Как там? Правильно запускать Гермес, просто написать Гермес, и все. Он запускается, и надо дождаться. То есть, получается, он как-то достучался до сразу модельки, не загружая Гермеса или что-то такое. Да, правильно, у нас это есть. Bash ls запускает логин shell pass, поэтому Гермес найдется автоматически. Сейчас в коде написано вот так вот. Полный путь лишнее, надо просто
А не в этом дело, там много лишнего написано. Там написано про какую-то модель, про каких-то провайдеров, а еще про кучу всего. То есть я говорю, что Гермес просто запускается Гермес. И без дополнительных аргументов. То есть Гермес не запустился из-за неправильных дополнительных аргументов, которые надо убрать. Все аргументы, кроме Гермеса, которые мы будем передавать туда и ждать ответа, убери. Так, хорошо. А почему Гермес чат? Я же сказал просто Гермес, ты еще добавил чат. Глаз да глаз за ним, следить да следить. Ну да, вот это да. Вот это правильно. Так, теперь уже пробуем запустить эту же задачу. Вот, она как-то уже сработала минуту назад. Получается, загрузилась. Это наша же задача тест. To do. Пробуем. Запускается. Ну я забыл там удалить эти файлы. Это наш текущий запуск. Я надеюсь, что он работает. Гермес version запущен. Запускаем Гермес. Когда это запущено? Так, вот это уже агент и здесь загрузился. Он еще не пересобрал файл. И только сейчас можно перезапускать. Окей. Я, наверное, подсотру эти файлы, чтобы они у нас формировали заново, и чтобы мы видели, что они формируются. Перебрасываем в To-Do. У нас сформировалось два файла. Первый Hermes Launch Debug. И последний запуск и сердцебиение. Сердцебиение мы видим. Вот тут уже правильный аргумент Hermes. Ждем признака готовности. Отсюда считаем правильные данные и подвяжемся уже правильно. Тут не полный лог.
Я хочу, чтобы сюда выводилось в интерактивном режиме все, что выведено в консоли в Linux. Полностью все. И не надо какие-то шаги, что-то объяснения, что-то ждать. Мы просто сюда пишем все, что видим в Linux. Без каких-то пояснений, без каких-то обработок. Вот все, что они там пишут, все запихиваем сюда, без каких-то этих штук. Добьем эту штуку, чтобы она работала. Я надеюсь. Так, ну Гермес во всяком случае уже запускается. Я не вижу, чтобы туда что-то передавалось. Принимаем правки. А какие там тайм-ауты, отбойники ты выставил? Объясни мне. Убери все тайм-ауты, ожидания. То есть мы не должны самостоятельно рубить процесс. Убери все отбойники. Все выполняется столько, сколько выполняется. Ждем столько, сколько надо. Без отбойников. Да, короче, глаз да глаз за ним только. Все из Linux 7D пишется уже напрямую в тексте файл, то есть уже без всяких обобщений мы будем видеть точные ответы, что мы запросили и что он ответил. Выставил отбойники по 15 секунд, в то время как мы ждем ответа там минуту. То есть у нас все будет, все бы отваливалось, если бы я не заметил этого в коде. Да, пишет сырые, но я не дописал удаление тайм-аутов. Да, Session Write пишет сырые байты напрямую, без обработки, что Гермес выводит в stdout, то байт попадает в файл. Окей. Убивал процесс, если он не соответствовал тайм-аутам. Ну, короче, да, бешенство сделал. Теперь все тайм-ауты убраны, ждем сколько нужно, последний. Окей.
Запускаем. Да, текст коммита. Так, что у нас тут? Ну, вроде бы он что-то загрузил, там 28 tools, 75 skills. Welcome to Hermes Agent. Вроде бы загрузил туда сообщение. Но сообщение заканчивается типа goodbye. Наверное, мы просто отсюда скопируем ему, что тут есть, что мы видим. Так, и заглянем в наш последний запуск. Так, а здесь выглядит все чуть-чуть иначе. То есть здесь последний запуск действительно запустил агента. Подгрузился Z-AI. А потом мы смотрим, что это передается. Вот сердцебиение. И туда передается не все. Так. Мы скопируем вот этот вот лог. И скопируем сердцебиение. Твои мысли. Только коротко, до 40 слов. Как я понимаю, гипотеза такая, что агента мы уже поднимаем, и дальше мы передаем часть сообщения. То есть мы не дождались загрузки агента и уже начали что-то передавать, наверное. Я был прав, когда первый раз предупреждал, ну-ну, что происходит. Гермес загрузился, мы отправили пром через std-in, Гермес видит warning, input is not a terminal, знает, что std-in это pipe, читает построчно через readline, каждая строка нашего промпта отдельный turn, показывает обрывки нашего промпта, получает EOF, говорит goodbye, ZA, не вызывался ни разу.
очередной раз обманывает нас AI. Почему наш промпт содержит 40 строк? std pipe для многострочных промптов не работает. Что нужно вернуться к Q, cut, temp, text. Это единственный способ передать многострочный промпт Hermes как одно сообщение. Именно так он и был задуман. Что изменилось с прошлого раза? Теперь у нас есть read treat с полным захватом вывода. Если Q снова крашится, мы увидим точный traceback в последний запуск. Возвращаемся к Q. ZAI не вызывается. Как ты это понял? Ну, это не так. ZAI вызывается, это нам пишет, что вот GLM 4.5 Flash. Это обозначает, что уже подгрузился нужный GLM 4.5 Flash. Уверенность средняя. Основание, логический вывод, непрямое доказательство. В выводе видны обрывки нашего промпта, а не ответ AI. ZAI ответил бы текстом, а не повторил бы. Это равно ZAI. Да, у него гипотеза, конечно. Как можно быть таким умным и таким глупым одновременно? Ты прав. Исправляюсь. Это спиннер ZAI. Он вызывается. Проблема в другой. ZAI получает только первую строку промпт Joachim, а не весь текст. Остальные строки Hermes считает как отдельный turns, поэтому задача не выполняется. Возвращаемся к Q. Как ты проверяешь, что Hermes загружен? Покажи мне код, которым ты реализовал, что мы посылаем наш запрос только после того, как Hermes загружен. Ну, то есть он уходит в какие-то вот эти вот круги по кругу, там, где он ничего не сделает, но расходует много токенов. Какая у меня гипотеза? Я вижу, что часть промпта послана и передана успешно, хорошо и корректно, но начала его нету. Начала промпта нету, поэтому он просто слишком рано послал промпт, не дождавшись, пока агент загрузится. И нам надо выстроить логику, что когда уже загрузилась вот эта строка 78 с GLM 4.5 Flash, CSX и всякие вот такие штуки, то только после этого послать промпт. А он сейчас эту логику... Вот механизм, 3 части. Что считаем признаком загрузки? Строка welcome, Hermes agent. Поток читает, ищет эти строки, главный поток. Это неправильная логика, потому что нам нужно, чтобы не Hermes загрузился, а надо, чтобы загрузился ZAI. Я тебе сказал, что является триггером загрузки ZAI. Давай попробуем привязаться как-то туда.
Ну, как я и думал, что он привязывается просто к агенту. А, а то, что ты написал, это недостаточно. Прочитай текст и скажи, исходя из последнего вызова, когда триггер сработает. И скажи, почему это ложное срабатывание и почему он должен сработать позже. И как написать логику так, чтобы сработал там, где надо. А получается, что он сделал? Он говорит, как только мы увидели GLM Flash, то запускаем. Но то же самое пишется здесь. И получается, здесь ZAI еще не загрузился. Он отреагирует на вот этот текст и опять обрубит промпт. А он должен реагировать на второй ZAI. Получается, мы должны ему сказать, чтобы ты должен реагировать только на второе появление, потому что первое появление просто в самом Гермесе, а второе появление это уже когда появился текст и чат. И надо еще подождать 2 секунды после этого. То есть пропиши обязательное принудительное ожидание 2 секунды после того, как второй вот этот вот появился. Так, мы ему отправим, чтобы он же думал и делал. Основная прочитал лог, вижу точно, что где сработает сейчас строка 43, Novus Research, это баннер Гермес только вызывает ложное срабатывание, потому что, ну, да, то есть, в принципе, наводящими вопросами мы его навели на правильное решение. А вот это реально уже ZAI готов, да. Где нужно сработать, 80-е, это символ ввода, Гермес показывает это только когда подключается и ждет команду. Раньше, ну, кстати, он даже более элегантно сделал на самом деле, то есть вот эти вот элементы ввода. Да, мне нравится. Сделай без ожиданий, как ты сказал по этому триггеру. Дай текст коммита. Да, да. Так, ну что, пробуем. Удаляем старое, чтобы оно тут... чтобы не было сомнения, это такой же запуск произошел или что-то не то. Так, сердцебиение, хорошо. Последний запуск. Можем сразу тут все читать. Тут более правильно пишется. Потому что здесь как-то оно вот так вот пишется и ничего не понятно.
Почему запускается дважды? Вот это интересно. Первый раз запустилось, второй раз запустилось. Ну потому что задача не сработала. И при этом она не вернула ее как готовая. А все равно начало не передается почему-то. Начало упорно не передается. Так, ну и тогда уже заблокировано, потому что он попробовал, задача не выполняется, и тогда он ее остановил. Триггер сработал правильно, промпт отправляется, но проблема фундаментальная. Наш промпт 40 строк с переносами n. Когда мы пишем в stdin, Гермес читает через readline, каждая строка отдельный turn, первая строка u, Гермес dev. Окей, ну давайте посмотрим, есть ли u Гермес dev. Нет, в логах. Ну, то есть он нам говорит, что UI Hermes Dev — это первая строка, но ее нету в логах. Он вообще читал лог или нет? Ему сбросить ссылку на этот файл. Тут нет. UI Hermes Dev нет в логах. Опять хотел нас по какой-то проблеме несуществующей пустить. У нас передается достаточно много сообщений. И не передается, усиленно не передается начало почему-то. Опять нам ИИ врет, что первая строка уходит успешно. Your Human Dev — это первая строка нашего промпта. Hermes получил ее первый через stdin, обработал как первое сообщение ZAI, и TUI отобразил ее в input области с ANSI кодами, которые перезаписывают строки, поэтому ее нет в файле. А2 if issue found — это уже следующая строка промпта, которую Гермес читает как отдельное сообщение. Они попадают в область вывода и поэтому видны. Итог: первая строка уходит к ZTA без контекста, остальные отдельными сообщениями. Это подтверждается stdin, режет промпт.
ZAI — это искусственный интеллект. А если ему отправить тот промпт, который написано, что мы ему отправили, то он бы что-то ответил. А здесь нету вообще никакого ответа от ZAI. Почему? Ну, это же нелогично. Так, получается, он что-то передает и передает дважды. Ты прав, это и есть ключевое наблюдение. ZAI не ответил, потому что ZAI не вызывался вообще. Причина строка 77 в логе warning input is not a terminal fd0. Гермес видит, что std-in — это pipe, не TTU. В этом режиме он читает std-in, отображает текст в TTU, но не отправляет ZAI. AI просто показывает, что получил, и goodbye. Именно поэтому Q существует. Это специальный флаг для запуска. Попробуй. Тут я уже не могу его проконтролировать, я не понимаю, что он предлагает, поэтому я просто соглашусь на то, что он предлагает, и посмотрю на результат, сработает ли это. Так, ну что мы сделали? Мы, получается, уже имеем возможность принять полный файл из Paperclip. Вот у нас сердцебиение. Вот это то, что передается в ишку. Ишка должна быть крутая, которая вот может создавать вот такие вот файлы на компьютере, то есть с доступом к файловой системе, к command-line интерфейсу. И поэтому тогда она, по идее, должна иметь возможность зайти по API на локальный сервак и прочитать задачу, которая там лежит. Так, говорит запускать. Ну, давайте попробуем. Стираем этот файл. Стираем эти файлы. И запускаем. Напиши текст коммита. Каждый раз, когда я коммичу, это у вас обновляется этот файл. Так, последний запуск.
Так, что у нас там по лимитам? Могу ли я его запустить в полуавтоматический режим? Могу. Вот эта задача, у нее меняет статус на to-do, и после того, как ты изменишь статус на to-do, она запустится автоматически в in progress и начнет пересобираться. И после этого тогда читай активно последний запуск txt и исправляй файлы, пока не получишь результат. Можешь действовать без моего контроля. Просто дай мне результат. Пробуем агентский режим на Cloud Code, потому что это ж уже невозможно. Он может сам запускать. Задачу. Видеть обратную связь, ну и менять код. То есть пусть он работает в таком вот агентском режиме. Хорошо, что мы сохранялись, то есть у нас есть возможность откатиться к предыдущей версии, когда у нас хотя бы поднимался Гермес, и туда передавались какие-то данные. Сейчас даже Гермес не поднимается, то есть он последним изменением сломал все, поэтому есть смысл в контроле версий, то есть мы можем просто взять и что-то я думал, что больше будет у нас коммитов. Ну, хорошо, что сохраняемся, да. Я думал, будет их больше. Гермес чат вроде бы просто Гермес запускался успешно. Ну, разрешим ему постоянно это все делать. А это он уже идет, я думаю, не по тому пути, потому что если до этого просто Гермес срабатывал, а сейчас упал, то сработает ли это? Давайте ему все разрешим, чтобы он сделал много итераций, попробовал много. Запасы у нас еще есть. Cloud Design. You haven't used Cloud Design yet. Прикольно. Cloud Design. Что-то новенькое. Daily included routine runs. You haven't run any routines. Ну, я пробовал, но какой смысл в рутинах, если каждый раз он запрашивает мои разрешения? Ну, это не агентский, ну, то есть он запустился, а потом я вручную должен аппрувить доступы к каким-то сервисам. Ну, это... Поэтому хочется попробовать Paperclip как раз. Так, что он тут? Три секунды назад, то есть сам запустил задачу, сам меняет. Да, меняй сам. Теперь вижу обе проблемы четко. Гермес Dev кавычки. А внутри промпта ломают баш кавычки вокруг cat. Бэктики в промпте терминал curl bash исполн.
исполняет их как команды, оба из одного. Мы передаем промпт через bash. Решение обойти bash вызывает Hermes напрямую через Python в VSL. Ну, супер. Я bash вообще не люблю такой. Недружественный, когда батники писал. Python все хорошо получается, а с батниками ошибка на ошибке. Так что если мы Python сможем справиться, как раз на Python хорошо пишут ИИшки, потому что такой ИИ-френдли язык. Ничего не читаю, устал. Хуже, чем есть, уже не будет. То есть мы попытались сделать, что можем. Сейчас я его просто запустил в цикл, чтобы он тестировал. Но он не дождался, пока загрузится. Он слишком рано передал весь текст, но зато передал весь текст. Ну и хорошо, что мы ему сказали, как понимать, что ZAI загрузился, это вот этот GLM 4.5 флеш, должен появиться второй раз, но он не появился второй раз. Он только один здесь. ZAI ответил, I'll have... ZAI ответил. Я не уверен. Неужели? Worked. Проверил API сервер. Не нашел сервер. Ага. Получается, он из винды не видит сервак в Windows. Победа! Что мы сделали? Мы из Paperclip взяли, стянули себе запрос. Этот запрос из Windows передали в Linux. В Linux уже запустили Гермеса, скормили полный промпт запроса сердцебиения ZAI. ZAI пробует достучаться до сервака на локальном сервере в Windows, но он находится сам в виртуальном Linux, то есть теперь нам надо пробросить обратную петлю, чтобы он мог достучаться до локального сервака в Винде. Сейчас глянем, он поймет это или нет. Прочти лог. Ну, давайте ему скинем, какой конкретно лог мы имеем в виду. Просто если задача перезапустится, то он уже не успеет
прочитать лог, и важная информация уйдет, то есть тогда придется вручную ему копировать. Ну, видите, он молодец, он умный, с ним нам хорошо. Мы его запустили в агентский режим, и он уже делал вещи, которые я не понимаю, я не мог его проконтролировать, и он уже поправил скрипт, что он работает. И я доволен. Ну, он пытается там как-то достучаться, но мне хочется, чтобы он прочитал. Я специально не рублю сессию, пока она здесь как-то что-то там выполняется, что-то происходит. Я очень надеюсь, что он сможет прочесть. А тут есть подсказка, что как мы должны between. И закидываем ему, чтобы он сразу прямо сейчас, не ожидая, прочитал. У меня нет доступа к инструментам. Я не могу прочитать файл. То есть between это, получается, запускается вне этой сессии, да? Плохо. О, а как же это просто так сделать? Press up. Как вернуться? Тут он бродит и бродит. Ладно, в общем, нам надо сохранить вот этот весь файл. Он пытается достучаться до пейперклипа. Он нашел пейперклип, чтобы до него достучаться. Он пытается запустить сервер. А как остановить задачу? А как остановить эту задачу? Почему он ранится, я не могу остановить. Это, конечно, побочка. Ладно, я тогда крашну весь сервак. Без него он не сможет запуститься. Вот, я крашнул сервак для того, чтобы пообщаться с нашим агентом. Я не понимаю, где он. Escape to interrupt, окей. Хорошо. Мы заставили его растормозиться, разглючиться, и он вернулся к нам и, надеюсь, читает лог. В логах он увидит, что мы продвинулись на один шаг дальше.
К моему удивлению, несмотря на то, что я считаю, что слишком рано был заброшен запрос, все сработало. И получается, внутри Linux ZAI бедненький ищет вот этот вот сервак, который на винде поднят. По файловой системе нашел его. Интеграция работает. ZAI получил промпт, ответил, начал выполнять задачу, но нашел проблему. Curl из VLS не работает. VSL не видит Windows localhost. Исправляя, заменяем на реальный Windows IP перед отправкой в Hermes. Супер. Это уже сфера того, где я не знаю, я не понимаю. То есть вот localhost для меня понятная штука, а вот реальный Windows ID что такое реальный Windows ID, для меня вот это большой вопрос. Да, получается обвязка еще сложнее. То есть мы должны туда уже из винды в Linux мы забросили. Теперь из Linux в винду мы должны пробросить связку, чтобы он находил локальный сервак. Да. Я думаю, может быть, вот этот вот Paperclip адаптер, может быть, он работает для Linux и для Mac OS. То есть, наверное, он так настроен. То есть, если поднимать Paperclip на Linux изначально, наверное, туда очень просто станет Paperclip адаптер. И вот основные мучения у нас, которые есть, это подружить Windows и Linux, чтобы они между собой мосты коммуникации наладили. И вот это то, что мы сейчас делаем. Так, вот он тормозит. Мы уже помним, что если он просто тормозит, надо начать что-то печатать. И он растормозится. Видите, вот если зависает здесь, то он просто ничего не делает. И интерфейс заглючил. Ну и оно бы висело так, если бы мы не увидели. Paperclip занят текущим запуском. Да, мы его завершили. Сейчас мы поднимем сервак. Сейчас проверим, поднялся, да, поднялся. Я так понимаю, через API он поменяет, да, вот поменял на to-do, он автоматически сменился на in progress. И смотрим, что у нас последний запуск полностью обновился. При запуске скрипта у нас здесь полностью все обновляется. Пока что вижу корректную работу. Сердцебиение. Ну, та же самая задача, то есть никак не изменилась. Здесь Гермес подгрузился. Здесь наша задача. Вот это что за нормализованная модель? Я не знаю. Так, и смотрим. Ага, вот он так вот заменил HTTP, двоеточие,
3001. Ам... еще ID — это ID, которая должна подтягиваться как переменная. Я думаю, это должна быть переменная, то есть мы так вот открываем, мы должны что-то открыть прикольного, хорошо. А у нас ничего не открывается прикольного, хорошо. У меня есть ощущение, что issue ID — это переменная, потому что если вот так вот просто ввести сам текст, то на локалке ничего нету, то есть это 404 ошибка. А как я понимаю, там должно что-то открываться. Ну, допустим, какой-нибудь JSON-овский ответ должен мне выводиться, и я его должен видеть на экране. Или какая-нибудь красивая страничка, но там просто ничего нету. Значит, скорее всего, вот это вот issue ID, оно должно откуда-то тянуться и динамически подменяться в запрос для ZAI, чтобы он уже прошел по нужному адресу. Но я не знаю, откуда оно должно тянуться. Допустим, в том же сердцебиении я не вижу issue ID, где оно. То есть оно дважды употребляется, используется, но оно не заменилось. Я думаю, оно должно как-то чем-то подмениться. Я думаю, мы как-то неправильно получаем данные от Paperclip. То есть у нас issue ID неверный прямо в сердцебиении. Что ты на это скажешь? Вот такое вот у меня предположение, что тут происходит. Хорошо, он сразу вот читает активненько то, что я ему сбросил. Он не ждет и ничего не висит. Потому что даже несмотря на то, что он поправил localhost на вот этот вот просто порт, то именно issue ID нету такого адреса. То есть, переходя туда, ничего не поднимается. Ну, или вот, допустим, как проверить, ну, хотя никак не проверим. Я поставил на блок, я не знаю, это сработает или нет. Он постоянно раннинг.
Агент запущен. А как его завершить? Ну, наверное, вот те вот отбойники поменять. Значит, здесь у нас configuration. И, ну, действительно, давайте пока поставим 300, а здесь 50 и сохраним, чтобы оно слишком долго там не делало ничего. Потому что сейчас пока что... Так, в самый низ. Агент работает что-то активно. Получается, мы сейчас не получаем служебные данные из пейперклипа. Давайте глянем, что там, пока он что-то тут думает. Нет, он не думает, нас ждет. Тоже не этот... А как там по-правильному запросить, может быть... может быть, я неправильно запрашиваю. Может быть, он с этого endpoint просто возвращает JSON, а я его не вижу, и он в браузере не отображается. Так, теперь перезагрузить сервак. Ну да, можем. Почему нет? А если он говорит конкретно про Гермеса, то я думаю, он каждый раз перезагружается. Да, я уже меньше контролирую и меньше понимаю, что происходит, но общее русло мы вроде бы правильно настроили. То есть там, где мы пробовали, чтобы он сам делал, он делал, у нас не получилось. Только из-за этого мы начали разбираться по шагам, что необходимо делать. Так, там я тоже постарался в автомате все настроить, но столкнулись с рядом обмана. Здесь вроде бы уже в правильном направлении его запустили. Так, он запускает задачу, я вижу, через терминал. И давайте почитаем, что у нас тут будет. Так, это уже сейчас загрузилось в активном режиме. Грузится. Передалась ли задача, я не вижу. И я не вижу, что загрузился ZAI.
Ага, вот. Обновился файл. Он не услышал нас насчет issue ID. Надо ему повторить. Какие-то страшные сообщения. Красные. Да, надо было сфоткать и... Ох. Да. Не короткая сессия. Но маленькие результаты есть. Это работает. ZA увидел задачи и сделал правильный API вызов с реальным UUID. Ответ на твой вопрос. Issue ID — это именно placeholder в промпте для ZAI. ZAI сам вызывает список задач, получает JSON с реальным UUID, а подставляет UUID в следующий вызов curl issue. Это видно в строке 113 лога. Давайте глянем 113-ю строку лога. 113-я строка лога. Да, он что-то подставил там. Это я уже забыл, как с API работать. Да. Он все правильно подставил. А это у нас откуда тянется? А здесь получается список всех открытых задач для агента. Это в сердцебиении, я так понимаю, что это сюда передано, да? Да, это сюда передано, но не передано. А, вот оно здесь разбито так вот на несколько строк. То есть если вот это вот стереть, то да, вот оно передано здесь. Так, и давайте глянем. Никаких не назначено. А здесь была у меня какая-нибудь удобненькая читалка JSON? Ладно, я потом гляну. Чтобы оно красивенько разбилось. Так, значит, тут привет. Тест. Вот есть у нас title test. То есть, да, это реальная задача, которую он нашел. И дальше у нас будет high. Да, description high. То есть, реальная правильная задача у нас передалась. Так, хорошо, но мы потихонечку движемся. Краткое резюме статуса, что получилось. VSL Mirrored Network теперь видно из VSL.
убрал ломаную замену из Launch Hermes Py, пересобрал Hermes Exe, что работает в текущей сессии. За это я получил промпт, вызвал issue API, получил список, нашел MYA7, седьмую задачу с реальным UUID, вызывает отдельный issue endpoint, сейчас работает над второй задачей highest priority по issue placeholder. Интересно. Неужели получилось? Так, in progress. Давайте посмотрим, что там у нас. Последний запуск. Он получил здесь привет. И что на это ответил? Перешел ко второй задаче. Так, вот это JSON уже такой более читаемый. Тест. Keyword. Пытаюсь понять, что это. Ну что, у нас была хорошая штука, которая объясняет код быстро. Пользуемся ей. Он делает какие-то пуши, pull-реквесты. Искусственному интеллекту тоже не просто понять, что происходит. Ну, как я понимаю, что он сразу запушил какие-то изменения, которые он сделал. То есть, я так понимаю, это зашито, может быть, в Paperclip, что когда задача сделана, то она сразу пушится. Но почему она пушится в main? Я думаю, что это не могли так написать. Как-то что-то не отвечает. Давайте обновим его. И переотправим. Полностью висит весь... Так, компьютер работает. Браузерный висит. А какая у нас была вторая задача? Он что-то вторую задачу пошел выполнять. Issues. Вторая. Настраивает репозиторий, CI, CD. И... Но он действительно это выполняет, только где? Внутри Paperclip и внутри какого-то специфического названия по ID-шке задачи. Создал какую-то структуру. Стянул
репозиторий. А где это все хранится? В общем, выполняет много каких-то разных странных действий. И, ну, во всяком случае, работает. А пока что еще полностью не радуемся, но создай текст коммита. Мне кажется, во всяком случае, ну, у нас взлетело. То есть у нас все получилось, все работает. Агент что-то там шуршит и делает какие-то вещи, правда. Я не до конца понимаю, что он делает и что он ответил на 7-ю задачу. То есть вот 7-я задача, что у нас там? Живая и в процессе. Потому что у нее был статус медиум, то она не выполнялась. Он посмотрел все задачи, которые назначены ему. И настраивает все эти задачи. И отчитался, что готово. Ну, солидно. Смешно, конечно. Ну, то есть он настраивает среду разработки, он настраивает репозиторий, но где это все и как этим управлять? То есть если это внутри пепперклипа, то получается он сам куда-то коммитит. Куда он коммитит? Я бы хотел, чтобы это был мой репозиторий, которым я управляю, а не опять вот разбросанные. Ну, то есть у нас получилось все сделать, когда мы сгребли это все в один проект из разрозненных файлов по компьютеру. И когда я начал, ну, вникать, что там происходит, тогда у нас все получилось. Может быть, с пепперклипом, наверное, то же самое. То есть мне надо разобраться теперь, как он уже работает. Связка работает. Windows стучится, посылает команды в Linux. Linux стучится в Windows. Локальный сервер обращается к задачам, которые там есть, вытаскивает все задачи, которые у него есть, фильтрует по приоритетности, выполняет самые приоритетные в начале, потом идет к менее приоритетным задачам, успешно отчитывается в Pepperclip. Связка работает. Я не знаю, как ребенок, наверное, радует сейчас. По мне, наверное, особо так и не видно, но я очень радуюсь. Ох, и все это в прямом эфире. Вот, так что вы это все видите. Что мы все-таки побороли это все. Конечно, я его отпустил в агентский режим, чтобы он сам все это делал, потому что здесь уже такие дебри, что мне, ну, не хватало квалификации его контролировать. Поэтому я так общая архитектура. Но направил изначально, да, он что-то делал не то. Направил, да. Сгреб проект в кучу, отсек то, что ложные гипотезы, и уже в нужном векторе он начал действовать тогда. Приятно. Так, получается, какие у нас задачи? Задача. Тут у нас кто исполнитель? Тоже Гермес. Давайте его уберем.
из этой задачи. И шестая выполнена задача index.html. Давайте посмотрим. Вот новый файл. Загружаем, когда он был создан. Он был создан 2 минуты назад. Вот, то есть он дошел до этой задачи, создал ее и сделал вот такую вот страничку. Так что он смог создать автономненько для нас, что очень приятно и даже удивляет. Так, 4-я задача. Я снял его с этой задачи. 9-я задача, он в ней есть. Ну, нет смысла пускать какие-то слова, это были тестовые задачи, если он уже прямо создал целые файлы и прошелся по ряду задач и успешно их выполнил, то все работает. А тут, тут неявная задача, тут просто high и все. То есть это фактически не задача. То есть ее можно как заблокированную оставлять. То есть все вот эти задачи он взял и выполнил. Мне нравится. Я под впечатлением от Paperclip. Под впечатлением от того, что у нас с вами получилось все-таки настроить эту связку. Я искренне надеюсь, что вам это будет сильно проще, потому что вот эти вот файлы, они будут доступны вот здесь вот. Инструкция вашего ИИ. И вот здесь вот кликаете, как-то ссылка обрезается, да, ну вот просто кликаете по ней, и все здесь. 5 дней назад, 2 часа назад, 3 минуты назад. То есть вот это самая поздняя новая сборка. Сейчас я попытаюсь доработать для вас файл чуть-чуть. Есть ли какие-то дополнительные файлы, которые мы используем для проброса вот этой работоспособности нашего проекта, которые находятся вне нашего проекта? Потому что, так функционально для Windows нужно. Сейчас мы такой вот вопрос зададим, потому что, по-моему, там должно быть технически 2 файла, которые находятся не здесь, для того, чтобы все это поднималось и работало. Смысл в том, что я хочу дать полные файлы и инструкции для зрителей, для того, чтобы они легко не проходили все эти круги ада, и чтобы у них все получилось с первого раза и без проблем. Если есть какие-то файлы, которые находятся вне нашего проекта, то создай просто отдельную папку и назови ее внешние файлы, и скопируй эти файлы в эту папку внутри проекта и отрази, что необходимо делать в readme файле. При этом учти, что непосредственно Гермес я устанавливал вручную, то есть он через ИИ не устанавливается, то есть Гермес агент устанавливается только вручную, потому что там достаточно просто, но надо потыкать. Вот, то есть вот это тоже в readme файле, ты, пожалуйста, напиши, чтобы люди помнили, и чтобы им не надо было смотреть заново те видео, где я это все прохожу. Победа! Даже, не то, что не верится, я, конечно, надеялся,
что мы добьем это до результата. Но это оказалось еще сложнее, чем я думал. Я уже до этого думал, что мы все настроили. А потом что-то там как бы нет. Так, Mirror Networking, чтобы ZI видел Paperclip AI. Bin заглушка. Создаю папку с файлами и readme. Хорошо, что я для вас создаю это все, то и для себя это создал, потому что у меня один компьютер уйдет в ремонт скоро, и мне надо будет это переустанавливать на него. И вот, оказывается, он действительно посоздавал заглушки, зеркала. Сейчас еще будет более полный проект. Сейчас вот это добавляю в... Так, а у нас получается... Я должен дополнительные файлы добавить в отслеживание. Чтобы у вас тоже так все сработало. А то я закоммитил только то, что лежало в корне. Темп и лог, они у вас должны создаться самостоятельно, поэтому я их вам не подгружаю. А вот все остальные... Да, и readme должен стать синеньким, что он должен туда прописать все эти данные. Дожились. Создаем инструкцию для искусственного интеллекта. Да. Ну, это круто, это хорошо. Так, создает readme здесь. Я думал, этот readme он поменяет. А он сделал этот. Так, получается... Ага. Инструкция по установке. А тогда в основном readme должна быть ссылка на этот readme, чтобы все сработало. А если ты создал отдельный readme файл, то в основном readme должна быть ссылка на то, что есть внешне еще какие-то дополнительные файлы, и ссылка на конкретно этот readme, который дополнительно что-то указывает. И указал ли ты, что Гермеса я устанавливал вручную, и через искусственный интеллект Кли он не установится из-за того, что там интерактивно спрашивает вопросы, и на них надо отвечать, а ИИшка просто зависнет, и все. Проверь. Ну и впиши сразу. Вот это насоздаем мы с вами проекты сейчас. Так, он говорит, да, устанавливается вручную.
Ну, я ему сказал, вот где на самом деле основной readme. Он создал его здесь. Так, а это что? Рабочая ли ссылка? Ну да, вот наш плейлист. Так, внешние файлы добавлены. Вот синеньким он стал. Хорошо, да, есть. Ой, ну, по-моему, я все настроил. Спасибо. Предложи текст коммита. Build и dist в repo. То есть он предлагает это не тянуть. Я их зря добавил. Так а что, build и dist, они просто сформируются, когда зрители просто запустят те файлы, которые в корне, то есть мне их не надо делиться этими файлами с зрителями, с веб-кодерами нашими. Да, именно build и dist генерируется командой remove cached build dist from git index. Да, ну тогда исключаем это, то есть все нормально. Правильно, что что они были не добавлены, и я их ошибочно добавил. А вот эти дополнительные файлы правильно добавил. Подстраховывает, ну классно. Вот они красненькие. Архив. Нужен ли нам архив? Не нужен. Да, удали. Почищаем проект, чтобы чистенький уже вам дать. Так, получается build, dist, external files все добавляем, readme обновленные. Спасибо.
Так, заходим в commit, выбираем все. Commit and push. Ой, ну что могу сказать? Море удовольствия. Приятно так на душе, что все-таки справились с такой... Я считаю, что это очень непростая задача, очень со звездочкой. Вот. Я надеюсь, что вам будет это сильно проще. Посмотреть это интересно, чтобы увидеть, как ИИшка вас обманывает, и как... Ну вот если получается в агентском режиме, она все делает и все готово, хорошо. Если не получается, приходится разбираться, где что-то сломалось. Если нравится контент, пожалуйста, ставьте палец вверх. Пожалуйста, подписывайтесь. Удачи вам. Я думаю, вы получили море опыта, как строить, как не строить, на что соглашаться, от чего отказываться. Финансового вам благополучия, пусть все получается. Создавайте IT-проекты-миллиардники.